80% вашей жизни на Земле – это проекция отношений с мамой. Если вы исцелили отношения с мамой, вам не нужно ни курить, ни пить, не ругаться матом, не кричать. Все, что вы знаете о деньгах, это все экстраполяция отношений с мамой. У нас на маму есть привычная реакция. Знаете, она еще рот не раскрыла, а мы уже все про нее знаем. У нас есть две мамы. Та, что подарила нам жизнь, и та, что нас убивает. Это часть психики, где ребенок любит себя, и ребенок выбирает жизнь, это есть внутри вас. И ребенок готов сделать все, что угодно, лишь бы мама наливала энергию. Для ребенка это смерть. Если мама не выдерживает эту жизнь, значит и я не выживу. Гормоны жизни наливаются туда, где ваше внимание, где ваше любящее внимание. Из этой наполненной мамы ты можешь дать другому, сотрудникам, детям своему мужу, то, что ему нужно в его потребностях. Живы, здоровы, социальны и умеете пользоваться ресурсами. Это 4 задачи, которые должна выполнить мать перед ребенком. Вы как родители, вы должны справляться с жизнью. Покажите своим детям, что вы справляетесь. Стать мамой – это вырасти. И вот этот процесс, эти практики, они вас заставят вырасти. Обычно травма притягивает травму, так что добро пожаловать в клуб. Здравствуйте! У нас сегодня невероятный мастер-класс по своей теме, по своей глубине. Это, наверное, самое глубокое, что может затронуть человек. И в частности, наш мастер-класс называется «Исцеление отношений с мамой. Нелюбимая дочь». Вот эта вот приставочка «нелюбимая дочь», такая вторая фраза в этом названии, делает эту аудиторию очень сильно женской. Но поверьте, когда вы будете слышать и слушать то, что я буду рассказывать, мужчины или те мужчины, которым вы захотите поделиться или понять, как они живут и как они себя чувствуют, вы поймете, что мы идентичны. Те болевые точки, которые будут затронуты, то напряжение, которое испытывает человек всю жизнь, если у него не исцелены отношения с мамой, они амбивалентны, они и для мужчин, и для женщин одинаково болезненны. Но моя целевая аудитория в основном женщины, и поэтому я собрала этот мастер-класс, знаете, из таких перлов, которые болят у нас, у женщин, с такой силой, что иногда просто невозможно дышать. И из-за того, что мы не знаем, куда смотреть, мы не знаем, кто адрес, и мы не знаем, что это же и точно так же болит у другой. Нам кажется, что я один на один со своей проблемой, со своим горем, со своим неразрешимым конфликтом. И поэтому я собрала вот эту низку болей и буду одну за другой всковыривать их, прикасаться к ним, делать вам немного больно и потом показывать, как это исцелить. И у меня есть очень большая надежда. Я говорю надежда, но это неверное слово. У меня есть очень сильное внутреннее ощущение, что нас сегодня ожидает огромное облегчение, большой прорыв. То, какая я вернулась с Кипра, я даже не могу сказать, что меня это удивляет. Это то, какой я даже не мечтала быть. То есть у меня всегда есть мечты какие-то о том, какой бы я хотела быть, что бы я хотела проявлять в этой жизни, как женщина и как мастер. И вот то, кто приехала с Кипра, шокирует меня саму своей масштабностью, безграничной силой, властью, мощью. И я уже начала это пробовать, я начала это применять на клиентах, в работе с собой, с другими. Мое сердце
замирает и перестает биться, когда я вижу тот эффект, который происходит. И я ожидаю этого эффекта здесь. Я люблю очень и ценю групповую динамику. Вы знаете, как это красиво и сильно, когда сотня человек имеет одно чаяние, имеет одно желание, а здесь желание, сюда пришли женщины и, может быть, даже мужчины, желанием исцелить свои отношения с мамой. И вот это групповое желание, то есть групповая потребность, я умею это все закручивать, я хорошо чувствую поток этот и соединяю его вот в одно целое, и на этой большой энергии получаются огромные результаты. Я не знаю, кого я уговариваю, по-моему, себя. А я как бы, знаете, так я перечислила свои регалии, поправила свои погоны. Ну да. Дианочка, не волнуйся, все будет хорошо. Я волнуюсь, даже не знаю почему. Ну, проведу мастер-класс, но он может быть грандиозным, может быть не грандиозным. В любом случае, он принесет большую пользу. Но я почему-то очень волнуюсь. У меня там внутри аж такое... Кто-то трясется такой маленький. Кто-то, кто, наверное, не исцелил свои отношения с мамой. Ну да, или я собрала уже групповую динамику и, как положено мастеру, выделила самую слабую часть себя. Хорошо, давайте начнем с очень важного. Я 27 лет веду тренинги. И как бы это не важно, но здесь это будет, сейчас увидите, очень важно. Я веду тренинги. В основном это были всегда тренинги по бизнесу. Я консультировала бизнес, я поведена на бизнесе. То есть мое там экономическое образование и мое бизнес-прошлое, оно помогло мне встречаться с тысячами клиентов. И я все время видела перед собой такую картинку, которую я не знала названия. Я не знала почему, но я этих людей всегда выделяю. Кого-то мы, например, знаем с Аней, кого-то мы знаем, например, с Викой, кого-то мы знаем с Таней. Это люди, вот послушайте, люди, которые успешны в бизнесе, непонятно почему. Невероятно факт. Я наблюдала за этими странными людьми. Вот к ним деньги приходят. То, что они делают или не делают по отношению к бизнесу, никак не связано с деньгами, которые к ним приходят. Знаете таких людей? Вот кажется, что они счастливчики, кажется, что они везунчики, кажется, что они всегда находятся в нужном месте в нужное время. То есть где бы он ни оказался, ему туда, всегда наливают, насыпают, дарят, помогают. То есть и я сейчас говорю не о маленьких девочках, знаете, которая подарите мне платьичко, или она пришла, ей там надарили туфелек. Это хороший уровень, но это детский. Я же наблюдала с уровня свыше, понимаете, я видела директоров компаний, я видела хозяев крупных концернов, которые заказывали у меня, я всегда была дорогим тренером. Я разговаривала с этим человеком, пытаясь понять его харизму, чем он держит бизнес, чем он держит своих клиентов. Это были и мужчины, и женщины. И вот когда я на этих людей смотрела, я понимала, от них идет ощущение, что все легко. Вот он, знаете, рассказывает историю, как рассказывал Марк Твен. То есть они истории аналогичны. Я решила однажды заработать, это рассказ Марка Твена, заработать деньги, стать миллионером. Я купил яблоко, разрезал яблоко за $1, разрезал его пополам, продал половинки яблока тоже по $1, заработал $2, пошел уже купил 2 яблока, разрезал их пополам, продал уже, заработал $4. И тут умер мой дядюшка из Коннектикута и оставил мне состояние 12 миллионов. И вот эти люди, о которых я вам рассказываю, их жизнь, она
Я пришел на фондовый рынок, и там стали подниматься, там рынок ценных бумаг ОВГЗ стал расти, я решил купить, а потом появились инвесторы. Я говорю, а почему ты решил купить ОВГЗ? Он говорит, ну не знаю, так как-то мне показалось. Я говорю, это пошло? Да, пошло. А откуда пришли инвесторы? Ну, как-то сами нашлись. То есть эти люди живут в потоке. Мы сегодня используем это странное модное слово. Эти люди оказываются в нужном месте в нужное время, или нужное место и нужное время присутствуют в них самих. Такое ощущение, что они в этом нужном месте в нужное время все время находятся. Вот это те, у кого хорошо с мамой. Они не смогут объяснить, почему у них хорошо. Они не смогут написать книгу, как я заработал свой первый миллиард. Потому что ее никто не купит. В этой книге не будет ни одной технологии. Но только если это будет роман, и знаете как, если он талантливо напишет, то мы инициируемся об этот талант. Знаете, вот об это состояние, как классно жить, как легко жить, какое наслаждение быть живым. Вот это про отношения с мамой, про один из его аспектов. Я тогда не знала, чем эти люди отличаются от других моих клиентов, у которых были серьезные лица, которых было все сложно, которые грузили меня цифрами или грузили меня проблемами в своей компании. Тут надо преодолевать, надо стараться, будет тяжело. Вот они были такими, и они тоже были успешными. Они были лучшими на рынке, я прямо сейчас этого вспомнила, но у них было очень сложно, напряженно, сотрудники то уходили, то приходили, он с ними воевал или они с ними воевали. Это те, у кого хорошо с папой. И я видела только одно, разницу. Я понимала, что эти про вот это, вот как-то про легкость, а вот эти про тяжело. Мне нравились и те, потому что они и те хорошо платили. Но я не понимала, и я искала этот ответ. И вот когда я заглянула в гендерную психологию, может быть, тогда впервые я стала слушать про то, что есть дети, кто взял сторону отца, есть дети, кто взял сторону матери, есть дети, которые не взяли сторону ни одного из родителей, есть дети, которые взяли сторону двух родителей, и у тех, кто взяли сторону двух родителей, то есть ребенок строит отношения с родителями, их на Земле 1%. Это очень успешные люди, которые могут быть совершенно неизвестны в социуме. То есть человек, у которого хорошо, ему нечего, может быть, рассказывать, он может быть не звезда Инстаграма, у него, может быть, нет своего бизнеса. Если мы говорим о женской аудитории, то это женщина, которая, вышла замуж, родила детей, никогда, может быть, я прямо сейчас одну вспоминаю, никогда не работала, увлекается кулинарией, ходит на курсы, дома все любят сосиски. То есть дома она иногда готовит, она любит готовить, и все прямо обожают сосиски. Ей нечего рассказать здесь, в нашем клубе. С ней вообще будет неинтересно общаться. Потому что у нее все хорошо? Нет, просто вот с этой конкретной женщиной с ней неинтересно общаться, потому что она не прочитала и 1000 доли книжек, и не съездила в 1000 путешествия. Это мы с нашими травмами, таскаемся по миру, в поисках исцеления, развиваемся, потому что травма нас, этот раскол, который есть внутри нас, он заставляет нас двигаться и развиваться. И я не хочу сказать, что все женщины, которые имеют такие соединенные отношения с родителями, исцеленные отношения с обеими родителями, что они не развиваются. Но они скорее не встретятся нам. Или мы не встретимся им. Обычно травма притягивает травму. Так что добро пожаловать в клуб. Все свои. Да, здесь все свои. Я
Яна, а скажи, пожалуйста, травма притягивает травму. Это те, у кого, например, не решен вопрос с папой, притягивают таких же или все равно? Все равно. Все равно. То есть просто если что-то неизлеченное, неисцеленное, люди... Есть две теории на эту тему. Они обе теории. То есть ты можешь послушать меня с этими двумя теориями и потом спокойно узнать, что есть уже третья теория, потому что сегодня теории рождаются достаточно быстро. Есть две теории. Одна гласит, что люди притягиваются друг к другу именно тем местом, как выглядит раскол. А другая теория гласит о том, что люди встречаются тем способом, как они исцеляют свой раскол. То есть травмы могут быть разные, но оба занимаются спортом. Там пытаются доказать один маме, второй папе. Это случайно получилось. Вот. Кто-то, один маме, второй папе, они решают разные задачи, но объединяются, таким клубом по интересам. Так что можно предположить, что у нас тут микс. Хорошо. Это очень интересная тема. Я не буду к ней сегодня второй раз прикасаться. Я хочу ее повторить скорее для себя. И давайте здесь побудем несколько минут. Я хочу прямо насладиться этой идеей. Я помню, кто мне ее рассказывал, я помню, на каком тренинге мы это изучали. Нам рассказывали, что ребенок в зависимости от ситуации, он принимает или сторону матери, он будет спасать маму, или он будет спасать папу. Если у родителей раскол идет в паре, или ребенок решает, что он никого не будет спасать, что они, идите все к черту, я буду один. Или ребенок пытается стянуть родителей, то есть пытается быть между мамой и папой связующим звеном. Вот такие 4 варианта, да. И немножко уделю этому внимание, чтобы вы могли, может быть, протестировать себя. Тот, кто решил спасать маму, он может принять решение, ребенок, стать своей маме мамой. Он может принять решение стать своей маме мужем. Он может принять решение стать своей маме такой хорошей девочкой, чтобы мама, прямо нарадоваться не могла. Знаете, ты мое счастье. Только в тебе моя услада, говорит мама. В первом, втором и в третьем случае женщина будет очень связана с женским миром. Она будет выбирать себе профессию, в которой будет очень много общения с женщинами. Это могут быть косметологи, преподаватели, это могут быть женские мастера, это могут быть продавцы в каком-то женском магазине. Подумайте, это может быть сайт для парикмахеров. То есть профессия, в которой будет очень много контакта с женщинами, или мир, в котором будет очень-очень много женщин. Та женщина, та девочка, которая выбрала отца во время раскола родителей, она будет преимущественно в мужском мире. Она может спасать мужчины, она может быть для них хорошей, милой девочкой, она может быть для них равным партнером. То есть если она выбрала быть женой, то она будет чувствовать себя равной среди мужчин и хорошо с ними себя чувствовать, и будет говорить себе, помните мисс Конгениальность? Она чувствовала себя равной среди других мужчин, и свою гендерность она не ощущала. Вот так выглядит, когда девочка выходит замуж за отца. Она становится с ним равной. И тогда это мужской мир. И тогда это мужские заботы. И женщина умеет решать мужские вопросы.
у всех по-разному. Я знаю женщину, доктора наук, химик, у которой страсть забивать гвозди, вешать полки. Она сама делает мебель. У них дома стоит токарный станок, где она что-то делает по дому. И когда ей плохо, она идет к этому токарному станку, она идет и соединяется с папой. То есть это ее способ получать его поддержку. Она чувствует себя в этот момент сильной, хорошей, классной, равной отцу. Она может выдерживать этот мир. Третий вид, когда девочка решает, что ни мама, ни папа мне не нужны. И тогда это гиперсамостоятельные люди, которые полагаются только на самого себя. Они не то чтобы недоверчивые, они легко находят общение с разными людьми, легко общаются и ни с кем глубоко не делятся. То есть они держат свои чувства внутри себя. То есть можно сказать, что это очень одинокий человек, но его телефонная книжка будет забита связями, контактами. Все будут рады его видеть, все будут чувствовать, что он какой-то очень хороший, славный, замечательный человек, кроме него самого, потому что он знает, что все свои боли он держит внутри себя. Снаружи она выглядит как человек, у которого всегда все в порядке. И мы тоже знаем таких женщин. И четвертый вариант. Это такой вечный спасатель, который пытается спасти папу и маму. Он их соединяет вечно. Здесь могут быть очень разные варианты. Например, я знаю молодую девушку, ей, кажется, до 30 лет. Она спасает собак. Она все время борется за их жизнь, просит деньги на приют. Она очень хорошая, замечательная девочка. И она все время в этом процессе спасения. Вот у нее там есть ее папа и мама, например, они у нее выглядят как приюты собаки. Вот, и их надо спасать, им нужны все время деньги. Она миру кричит: помогите моим родителям, но на Фейсбуке это звучит: помогите бедным животным. Там, где травма, там ресурс, говорят в психотерапии. И сейчас я вам, видите, показала, как 4 травмы формируют 4 разные профессии, 4 разные характера, 4 разные судьбы. И сегодня мы с вами в эти темы не пойдем. Я их совершенно случайно вспомнила. Но что-то меня так торкнуло в этом воспоминании, что я захотела проговорить. Видно, я из этого сделала какой-нибудь еще мастер-класс отдельный, прямо чтобы расписать это и показать, где конкретно это лечится. А сегодня мы пойдем по той схеме, которую я придумала. Да. Вопрос по этой теме. Давай. Если девочка выбирает папу при расколе, значит ли это, что у нее хорошие отношения с папой? И остается лишь с мамой наладить. Если мы выбираем какую-то сторону, хорошие отношения? Ой, хороший вопрос. Спасибо за этот вопрос. Я скажу что-то, что для вас, может быть, будет шоком, но сегодня вообще весь мастер-класс будет шоковый, потому что мы будем идти, знаете, травма, она не такая, как мы о ней знаем. То есть мы думаем одно, а на самом деле там другое. То есть там реально прямо противоположное. Когда знаешь правду, травма начинает исцеляться. Пока ты думаешь, так, как мы думаем, травму исцелить нельзя, потому что то, как мы ее видим, мы ее пытаемся починить в совершенно другом месте, еще больше ее ломая. И вот здесь вот такая же история. Ребенок выбирает самого слабого партнера. То есть если у родителей раскол, не обязательно, что это развод. Это могут быть партнерские отношения, только очень напряженные. Или нету секса. Я уже по привычке вздрогнула, нет ли здесь несовершеннолетних детей. О, Господи. На Кипре у нас была несовершеннолетняя девушка, и я
все время опасалась, что шутки слишком смелые, что темы слишком явные. Так вот, ребенок выбирает, девочка или мальчик, неважно, он выбирает при расколе слабого родителя. Поэтому вопрос, с кем у него хорошие отношения, я бы сказала, что у него хорошие отношения с тем родителем, кого он не выбрал. Потому что тот, по мнению ребенка, сильный игрок. На него можно положиться, даже если он, по мнению ребенка, плохой, но ребенку не важно, плохой или хороший, ему важно, выживет он или не выживет. И он идет спасать слабого, потому что слабый не выживет без него. Ребенок начинает сливать туда энергию, спасать, помогать тому родителю, кого он выбрал, потому что за второго ему волноваться нечего. Второй всегда будет давать ему энергию. Так понятно? Поэтому все не так, как кажется. И это шок, я так поняла. А если в каждом варианте увидела себя? В каждом варианте. Если в каждом варианте увидела себя, то это болезнь 3-го курса мединститута, да. Это нормально. Я не пытаюсь, чтобы вы продиагностировали свои травмы сейчас. Продиагностируйте свой мир. Вот это вы точно можете определить. У меня мир женский. Последние 11 лет, когда на астрологическом небосклоне взошла Венера, я сняла брюки, очки, отрастила длинные волосы. И пока у меня там Венера в экзальтации, я занимаюсь только женщинами. До этого, если бы мне кто-то сказал, что мои группы будут исключительно женские, что мои тренинги будут для женщин, я бы сильно долго смеялась. Мои группы были исключительно для бизнеса. Я очень хороший бизнес-тренер, я знаю, что такое лидерство. И сегодня я буду с вами тоже говорить об этом лидерстве. Я вас приманю этим лидерством. Я очень хорошо знаю весь этот скелет, как люди хотят быть выше, быстрее, сильнее, активнее. И за счет этого я помогу вам и себе выиграть этот мастер-класс. То есть, получается, у тебя поменялось? Если ты вначале была про лидерство, а теперь про женщин. Я не перестала быть про лидерство. Я просто я стала исцелять отношения с мамой. Я не перестала быть про лидерство. Ты знаешь меня много лет. Я то замуж выдаю, то деньги помогаю зарабатывать, то быть счастливыми, то быть успешными. Но лидерство ведь это быть в 1% людей на земле. А в какой сфере, неважно. Это я переделать не могу. То есть у меня с папой хорошо. И когда я работала в бизнесе, у меня была и женская, и мужская аудитория. Моей сильной стороной всегда был и есть успех. То есть вот сегодня я могу сформулировать свое кредо, и мне кажется, что и у тебя, и у Юрки оно в чем-то очень похоже. Статус и Бог внутрь и вверх. Может быть, у тебя слово статус не вызывает отклика, но переведу. Для меня одинаково ценно быть успешной в материальном мире, интересоваться всей этой жизнью. Я люблю ее вкусно, я люблю вкусно, хорошо жить. И одновременно, то есть я про материальное и про духовное, то есть я очень про Бога. И я очень про изучать себя, про идти вглубь себя, и благодаря этому идти вглубь себя, идти вверх. И сейчас я отвечаю твоей клиентке, нашей клиентке, что смотрите на свое окружение, то есть как вы живете, в каком мире. Это женский или мужской мир, или это мир, где вы соединяете всех вместе, или это мир, где вы сами по себе. И доказываете, не то что доказываете, и ни на кого не хотите опираться, кроме на самого себя. Я могу пойти дальше? Итак, женщины.
Давайте начнем с азов, потому что здесь есть новые клиентки. Нам будет полезно услышать это в 1001 первый раз тем, кто знает, а тем, кто новый, это будет шок, но такой хороший шок. Откуда берется наша связь с мамой? В животике у мамы жила-была маленькая девочка, и она так же, как и мама, имела набор хромосомов XX. И вот это вот здесь вся история началась. Мама XX, и в ее животике сидит маленький XX. И этот маленький XX соединен с большим XX на уровне физики, пуповинкой. Но на уровне сознания ребенок, вот маленькая девочка, она прикасается своим сознанием к стенкам животика мамы, и она не видит там различия с собой. Она, прикасаясь к миру, ощущает, что мир такой же, как она. Вам понятно, что я сейчас говорю? Мы все состоим из клеток мамы. И мальчики, и девочки. Но мальчики, сидя уже в животике, чувствовали, что вот это я, а это очень любимый мною и любящий меня, но это другой мир. Поэтому у мужчины есть границы. И они легко их держат, и они хорошо чувствуют, что я, а что не я. И поэтому мужчина всю жизнь пытается удержать этот мир, забрать его, завоевать, вернуть его себе, потому что это чужой для него мир. Любимый, родной, но не он. Но женское начало, женщина, она воспринимает мир иначе. Она касается стенок живота матери и чувствует, что это она. А эти стенки живота матери помнят стенки живота своей матери, а ту своей матери. И женское сознание там еще в животике, оно растягивается. Я понятно объясняю? Оно растягивается, но бесконечно, потому что все кто-то кого-то рожал, и они все были XX. И в спокойном состоянии наша ДНК, мы хорошо можем зайти в нашу ДНК на 7 поколений. Но в случае стресса оно безгранично. Или в случае высокого сознания оно вообще безгранично. 7 поколений это тоже бесконечно много. Зачем, матрешка, зачем я это рассказываю? Потому что этот самый XX когда-то дал нам жизнь. И мы воспринимаем себя и ее как одно целое. И когда этот XX не справляется, когда эта женщина недобра к нам, когда эта женщина убивает нас, у нас внутри все переворачивается, потому что у нас внутри это кто-то, я сама себя убиваю. В этом ужас женского отношения к матери. Нам так сложно сепарироваться от нее внутри, потому что внутри мы воспринимаем ее как саму себя. Я понятно говорю? И это что-то, что дало нам жизнь, и с чем мы связаны. Мы не можем от этого оторваться, потому что оно нас питает, и оно же нас проклинает, убивает, калечит, и говорит, что мы не такая, как надо. Весь перечень. Я не буду просить группу, напишите, пожалуйста, за что вы не любите свою маму, потому что мы сейчас тут все поляжем. Это ужас, который испытывает женщина. Какая-то ее часть, важная, большая, знаменитая, занимательная для нее, значимая для нее, дарящая нам жизнь, она же, эта часть, пытается нас покалечить, убить и сломать нашу жизнь. И то верно. И вот мы об этом сегодня будем говорить. Первое, что я хочу сейчас спросить вас, понимаете ли вы, что и то верно? И то правда. Да или нет? Да. Анюта? Что? Что мама это то, что дарит нам жизнь, и то, что нас убивает. А? Да. Юнг называл, что у матери есть 2 роли, что она выступает в роли божественной матери и выступает в роли дракона.
Причем мне так, мне нравится интеллигентный Юнг, который сравнил, знаете, вот божественная мама и дракон. Ну, как-то явно он мягко обозвал дракона. Что может сделать женщина в этом вопросе? Вот послушайте, пожалуйста. Может быть, это слишком умный разговор. Если нужно будет опустить градус, скажите мне. Но мне кажется, что я нашла, или найду, или нахожу верный тон для того, чтобы это объяснить. Мы будем проживать разные этапы в отношениях с мамой. Мы будем ее отрицать, мы будем от нее уезжать, мы будем с ней бороться, мы будем с ней соглашаться и делать по-своему. Мы будем с ней соглашаться и делать, как она говорит, и потом ее проклинать. Мы проживем разные стадии отношений с мамой, пока не дорастем, только желательно в этой жизни, а не в следующей, пока не дорастем до одного опыта. Единственный опыт сепарироваться от мамы – это стать мамой самой себе. То есть занять это место внутри нас собой. Пока там будет в нашем представлении находиться кто-то, мы не будем в безопасности. Мы будем в напряжении, в войне или в страхе. И только когда эту часть психики займем мы сами, в тот момент, когда мы станем мамой самой себе, в эту секунду все негативные программы, не могу сказать, что в эту секунду все негативные программы перестанут работать. В эту секунду власть этих негативных программ над нами прекратится. И мы сможем шаг за шагом, зачищая территорию, заливая все светом, любовью и кислородом, вычищать это пространство. Власть, эта демоническая власть мамы над нами закончится, а ее значение как источника не прекратится. Что вы на это скажете? Что? Давайте заливать кислородом. Давай. Вот вопрос. Зачем маме нас убивать? То есть они не понимают, почему она демоническая. Какой хороший вопрос. 33 причины у мамы нас убивать. Причина номер 1. Например, мама имеет психотип конфликтный с психотипом ребенка. И от всей души хочет, чтобы ребенок был похож на нее. На нормальную женщину, а не на вот это. И она пытается вот это, сделать как нормального человека. Она же знает, как выглядит, с ней это все в порядке. Она пытается человека сделать маленького нормальным. Из очень большой любви, из очень большого уважения она пытается это чучело привести и социализировать. Это номер 1. То есть абсолютно здоровая, прекрасная мама, которой достался такой ребенок. Причина номер 2. Социальные нормы. Мама воспитывалась при одних социальных нормах, девочка воспитывается при других социальных нормах, а жить девочке нужно будет при 3 социальных нормах. И мама пытается воспитать девочку по социальным нормам, которые в нее ложила ее мама, то есть бабушка девочки. Этого мира нету уже лет 50. Но маму так воспитали. И она говорит, меня же так воспитали. Меня били, и я тебя бью. Если ты не делал уроки, меня линейкой по рукам, и я тебя бью. Почему ты мне не благодарна? Вот я была благодарна моей маме. Почему ты не ешь то, что я даю? Почему ты выпендриваешься? То есть она пытается внушить своей дочери установки, которые не работают уже как минимум 50 лет. Это 2 причина, как мама из большой любви убивает свою дочь. 3. Мама травмирована. Давайте я возьму свою любимую тему. Мама травмирована в вопросе секса.
Кто был у меня на коучинге по раскрытию сексуальности, а кто не был, приходите, потому что вас ждет большое потрясение. Так вот, я уже провела там этих коучингов, не знаю, штук 10, 12, сколько? 10. 10 будет. А до этого у нас были просто групповые коучинги, где каждая вторая тема была о сексуальности. Знаете, что мне рассказывают женщины? Это прямо общий знаменатель. Когда мамы говорят своим дочерям: я никогда не оргазмировала. Я ни разу в жизни не испытывала оргазма. Скажите, как вы думаете, это правда? Может, да, может, нет. Но мама не должна делиться этим со своей дочкой. Мама не должна это рассказывать своей малышке. Вот представьте, что мама не выросла, мама травмирована в вопросе секса. И она в вопросе секса свою дочку убивает. Секс – это энергия жизни, и она не одевай, одергивает ее, сиди ровненько, не кокетничай, на этого не смотри, вот смотри, какой хороший мальчик. Вот этим всем мама убивает естественную сексуальность, которая реагирует не на хорошего мальчика, а на того, на кого реагирует тело. И девочка должна пережить этот опыт, что ей нравится Вася. А кто Вася? Вася дворничихин сын. И мама говорит: да нет, Вася, ты что? Вот смотри, какой Жорик хороший, профессорский сыночек. И мама говорит: иди погуляй с Жориком. А Жорик ей не пахнет. Но про Жорика говорят все, что он хороший, и мама говорит: хороший, такой хороший жених. А нравится Вася. А Вася дворничихин сын. И мама закрывает сексуальность дочери. Это третье, то есть мамины травмы. Третье еще, то есть четвертое, еще более такая сложная тема. Ваша мама сливает свою энергию своей маме, то есть спасает свою маму до сих пор. И вам кажется, наша мама такая взрослая, такая ответственная, она приезжает к бабушке в деревню, там ее выхаживает, или забрала ее в город, или там порешала какие-то ее вопросы, а мама просто сливает энергию всей семьи своей маме. И у нее нету энергии на ребенка. Она приходит к ребенку, к дочке, да, мы о дочках говорим, она приходит к дочке, и у нее нету рядом с дочкой энергии сидеть. Все знают это состояние. Ребенок говорит: давай, 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 а она все слила, у нее пусто. И она говорит: я устаю на работе, мне нужно отдохнуть. И даже если она сильно отдохнет, она приходит, начинает общаться с дочерью, и она попадает в ту свою историю со своей мамой. И она ждет, что ребенок будет ей давать, и она требует от ребенка, чтобы он ей давал, а ребенок требует от мамы, чтобы он ей давал. И у них война, энергетическая война. И ребенок проигрывает эту войну всегда. Если она требует, если мама 5 раз попросит: накорми меня своей энергией, то ребенок очень быстро поймет. Он не на 5-й раз поймет, он на 2-й раз поймет. Но на 5-й раз он сломается, точнее она. И тогда мы увидим: ой, у меня такая доча хорошая, я пришла, легла, такая уставшая, она пошла, мне чайку принесла сама. Приносит и говорит: на, мамочка, попей чаек. Правда, я попала? Я слышала эту историю. И мама такая счастливая, потому что дочка наливает. А дочка в этот момент, если вы видели, становится очень строгая такая. Она становится взрослой. Она становится матерью собственной маме. Достаточно этих историй? Я только начала, я могу их долго рассказывать. А я на это и рассчитываю. Итак, мама травмирует свою дочку. И никто не может травмировать нас сильнее, чем мама, потому что мама – источник жизни, от мамы ребенок зависит. И вот давайте сейчас мы посмотрим в первую историю, которую вы
Ну, может, кто-то знает, кто-то не знает. Итак, внимание, внимание, внимание. Ребенок полностью зависит от матери. Если мать не будет давать энергию, ребенок умрет. И ребенок готов сделать все, что угодно, лишь бы мама наливала энергию. Он готов умереть, я понимаю, это нелогично, но это ребенок, учтите. Он готов умереть сам, отдать свою энергию маме, лишь бы мама наливала мне. Он готов закопать себя или там положить себя под лед, заморозить свои чувства. Он готов сделать все, что она попросила, лишь бы она видела и смотрела на меня. Еще раз, первое, наливала энергию. Второе, чтобы она на меня смотрела. Потому что когда у мамы отсутствующий взгляд, когда она не видит меня, когда ее взгляд скользит мимо меня, как мимо пустого места, это вторая страшная травма. Первая травма – это умри, чтоб ты сдох или чтоб ты сдохла. А вторая, ты ничто, тебя нету, я тебя не вижу. Группа перестала дышать? Да. И ребенок готов сделать все, что угодно, лишь бы его увидели и лишь бы ему налили этой энергии жизни. И давайте посмотрим, где же выход в этой ситуации. Закройте глаза. Не перекрещивайте руки и ноги. Ощутите свое тело. Прямо можете потрогать свои руки, ноги, коленки. Это очень короткая практика, она поможет вам всегда, каждую минуту возвращаться из травмы в жизнь. Ощутите свое тело и почувствуйте, вы живая или нет. И если вы чувствуете себя живой, то где это чувство локализуется? Может быть в сердце, может быть в животе, может быть в голове. Откройте глаза и расскажите, как это ощутить, понять, что я живая. Что дает это осознание или это ощущение? Как будто по телу энергия идет, и как будто как дерево, проснувшееся весной. То есть все во мне бурлит, и все готово меняться с миром. То есть я вибрирую вместе с миром. Как-то вот так. Хорошо. У меня сначала я есть и живот, да, живой живот, но потом выше поднимается в сердце, и там эта жизнь раскрывается, цветок, и это точно жизнь. Это не просто существование какое, да, что я есть, а именно жизнь, которая цветет.
Спасибо. Обратите сейчас свое внимание на то, что я скажу. У нас есть две мамы. Та, что подарила нам жизнь, и та, что нас убивает. В процентном соотношении та, что подарила нам жизнь, в миллиарды раз больше и сильнее, чем та, что нас убивает. Как только мы переводим свое внимание с претензий, с обид, со своих неполадок там, в теле, в жизни, когда мы переводим свое внимание на ресурсы, и я показала вам два самых простых способа обращать внимание на свои ресурсы. Мы соединяемся с той частью мамы, которая дарит нам жизнь. И те, кто у меня учился, знают эту красивую сентенцию, мы сейчас ее просто глубоко очень раскроем, что мама справилась, если она соблюла 4 условия. Помните, в отношении к ребенку? Первое, если ребенок жив. Судя по тем, кто заплатил деньги и сидит сейчас на мастер-классе, мы все живы. Отлично. Значит, наша мама в этом плане справилась. Второе, мы здоровы. То есть плюс-минус килограмм здоровы. И чем больше вы обращаете внимание на свое здоровье, а не на свои болезни, тем здоровье будет усиливаться, и вы это увидите. Третье, мы социализированы. То есть у нас есть общение, есть контакты, есть друзья, есть компашки, есть у кого-то мужья, есть дети. Мы не одни в этом мире, мы умеем общаться. Вот это умение строить связи с другими людьми, это тоже дала нам наша мама. И четвертое, мы умеем устраиваться в этой жизни, то есть зарабатывать деньги, строить карьеру, кому-то сесть на хвост. У каждого как получается. То есть мы умеем добывать и сохранять ресурсы. И это тоже подарила нам мама. Что из того, что я сейчас сказала, является для вас каким-то «О, супер, вот теперь я буду делать так». Или эти слова пока привычные, известные, не производят на вас впечатления? Больше плюсов, чем минусов, поэтому хочется идти в плюс. Так, еще. То, что живая. Если я живая, значит она справилась. Это самое главное. Смотрите. Я думала, какие практики привнести на этот мастер-класс, чтобы мы имели возможность соединиться с нашей мамой, дающей жизнь. И, получив эти практики, стать мамой самой себе. И вот я нашла такие простые решения, и теперь мне надо будет их проверить на вас, работают ли они. Давайте попробуем. Вопросы потом задавать, да? Можешь сейчас. Я не почувствовала себя живой. Пусть напишет адрес, мы венок вышлем. Тот, кто не почувствовал себя живым, потрогайте пульс на своей руке, почувствуйте свое дыхание. Обратите внимание, те, кто не почувствовал себя живым, я начала сердиться. Я говорила своим партнерам, что я сегодня приехала такая добрая, что вообще во мне ни одной злюки. Я такая приехала, знаете, расплывшаяся медуза, у которой все хорошо. Я говорю, как я буду вести мастер-класс в таком благостном состоянии? Думаю, буду вести. Слава Богу, надолго меня не хватило. Я уже киплю внутри, меня уже, на мне можно картошку пожарить. Да, это наш добрый человек. Я не сержусь на того, кто задает вопрос. Я просто обращаю сейчас внимание тебя, кто говорит, что я не чувствую себя живой, насколько мы идем на поводу у своего ума. Представляете? Вот моя кожа, вот мой пульс, вот я дышу, и вот бьется мое сердце. Вот, вообще я тут разговариваю. И при этом, пишу текст, и при этом я говорю себе, ум говорит, ты не чувствуешь себя живой. И я такая, знаете, как зомби. Я не чувствую себя живой. Это как мы идем на поводу у ума.
Потому что признать, что я живая, это признать, что мама справилась, что эта сука старая справилась, и не такая уже она плохая, и тогда ей нельзя отомстить, и тогда ей не надо мстить. Фиг, нет, я буду мстить своей маме. Мы это делаем с утра до вечера. Мы мстим нашей матери своими неудачами, болезнями. Ты мне тогда не купила, а я вот тут сегодня свою дочку буду мучить. Ты тогда мне это не дала, а я сегодня буду ходить неухоженная. Ты там, сука, умерла, вообще сдохла, гадина. А я буду сегодня, не замужем и не буду богатой, хотя я переводчик очень хороший. Вот, тебе назло, гадина, чтоб тебе там на небе тряслось. То есть вы играете в эти игры сами с собой. И в этом нет ничего плохого, что вы играете в эти игры. Я говорю вы, хотя надо сказать мы. В этом нет ничего плохого, потому что эти игры позволяют нам там внутри с мамой контактировать. Потому что даже когда я с тобой злюсь, я на тебя злюсь, я все равно с тобой разговариваю. Даже когда я тебе мстял и буду мстять, я все равно с тобой в контакте. Даже когда я больная, боже, я такая больная, у меня так все болит, мне никто не поможет. Даже в этот момент я разговариваю с тобой. Но если вы станете мамой самой себе, смотрите, сейчас, когда я говорю эту фразу, стать мамой самой себе, внутренний ребенок внутри нас делает так. Опять! Нет! Нет! Никогда! Ни за что! Нет, я не хочу быть! Я этой суке был уже мамой столько лет. Не хочу, я не хочу. Но у меня для внутреннего ребенка хорошая новость. Не просто хорошая, а архихорошая. Лучшая новость во Вселенной. Внутреннему ребенку, вот пусть он будет здесь, на этом коврике, вот ему становиться мамой не надо. Ему наоборот не надо ни работать, ни замуж выходить, ничего делать, ни даже зубы чистить не надо. Он может быть тем, кем он есть. Маленьким, счастливым, довольным, ленивым. Какой он еще там? Непослушным, капризным, вредным, замечательным маленьким ребенком. Ему можно быть таким. Но у нас есть другой участок мозга. Мы в этот зайдем. Смотрите, что происходит в нашей головушке или в нашей психике. Мы с вами приходим вот сюда, в этот участок мозга, где живет этот бедный несчастный внутренний ребенок, который должен быть сильным, красивым, спортивным, чистить зубы, аккуратным, потому что если он таким не будет или она такой не будет, мама умрет. И маму надо спасти, или мама меня не будет любить, или мама меня такого не поймет, или мне надо быть бедным, больным, несчастным, потому что тогда меня мама может лечить, потому что тогда мама может на меня обращать внимание. И мы тут все время, знаете, мы тут днюем и ночуем. Но у меня хорошая новость. Вот весь этот ковер – это наша психика. Не только вот этот вот кусманчик маленький, тот тоже кусочек, который там внутри вас выглядит как мама, это тоже вы. И давайте мы, как Алиса в «Стране чудес», сходим в тот участок мозга. На Афродите ты права. Она сидит, мне говорит, что я уже туда перешла. На Афродите, мы учились туда переходить. Кто-то там, никогда не был, кто-то там засиживается. Но давайте сходим туда всей гурьбой. Как-то беру вас в свое сердце и иду один за всех. А вы тоже так мысленно. Не хочется, там так страшно, там так ужасно. Дышать мне трудно. Значит, если я буду мамой, то мамы много работают, мало отдыхают, плохо выглядят. Это моя картина мира. Добавьте туда свою. Мамы все отдают лучшее детям, не отдыхают. Давайте свои картинки, подскажите. У них забирают пап. Тяжело зарабатывают деньги. На себя не уделяют внимания. Работают на двух работах. Так. Это, кстати, сегодня вот этот участок мозга у меня заполнен вот этой чешуей.
Я там ни разу полы не мыла, я туда ни разу толком не ходила, потому что быть мамой – это кошмар. Ну, пахнет не очень. Куча посуды немытой, грязи, ужас. Знаете, у меня там в этом внутреннем ребенке получше. Фух, кошмар, обязанностей куча. Боже мой, я всем все должна. Ой. Короче, давайте закатайте рукава. Давайте, это пускай будет для вас медитация. Призовите божественное присутствие, и пусть оно наведет здесь порядок. Клининг такой. Представьте себе, что здесь, пылесосы, ангелы, боги, светлые личности, свет, любовь и кислород, как вам угодно. Но давайте сюда, если на научном языке, то давайте сюда дольем дофамина. Когда мы визуализируем белый свет, приходит гормон дофамин. Вот в этот участок мозга. Фу. Обратите, это не мой только участок мозга, это наш общественный. Это групповушка у нас такая здесь. Грязно. Пахнет ужасно. Никаких сил нету. Я представляю себе, как тысячи в красивых таких комбинезонах ангелов вычищают это пространство. Вы себе представьте, включите свое воображение. Любая позитивная картинка, чтобы вырабатывался здесь дофамин, окситоцин, эндорфин, серотонин и ацетилхолил. Я как-то тоже, видите, я закатала рукава, а потом подумала, нет, я тут убирать не буду. Я тут не мусорила. Я попрошу, пускай здесь поубирают. И как в хорошем таком фантастическом кино, здесь все убирается, становится все чище, чище, чище. Интересно, что запах остается вот еще. Вот последнее, что я чувствую, уже очень много здесь чистоты, света, очень много пришли хороших гормонов. И вы помните, да, что запах – это первая сигнальная система, что маленький ребенок, он вначале слышит запах, а потом уже слышит и только потом видит. Первое, когда он родился, у него был только нюх. И первые несколько дней он только нюхал маму. И вот здесь сейчас запах мамы меняется. Что вы чувствуете сейчас? Когда меня снимают, я сразу становлюсь, я становлюсь искусственная. Я уже ножку поставила, волосы, забыла, о чем я говорю. Я думаю только, ой, я красивая или некрасивая. А ты делай так, чтобы я вообще и не узнала об этом. Как вы здесь сейчас ощущаете? И вы, и группа, и те, кто в онлайне. Меня там видно ножек? Мои ножки видны? Конечно, конечно. Сделай меня маленькой, чтобы я была видна вот на этом ковре, потому что вот это здесь наше мамское пространство. Вот это здесь наша мама внутри нашей психики. Еще раз, не на улице Горького 5, квартира 6, а внутри нас, потому что у нас с ней проблемы были. Но из-за того, что у нас внутри были проблемы, мы снаружи эти проблемы экстраполировали. И наша мама вынуждена была так вести. А также все в этом мире, что является мамой. Например, работодатель и подчиненный. Вот, например, я женщина-работодатель, Настя моя подчиненная. И здесь будет обязательно все, что у Насти с мамой недорешено, я буду автоматически это проявлять. Мне надо будет очень много осознанности, чтобы думать, а что я вдруг на нее там сержусь? Сердиться же не на что, нормально, девочка работает. А я с утра проснулась такая, именно в отношении Насти.
И мне надо очень сильно осознанной быть, чтобы в это не играть. И Настя, чтобы не ждать от меня милости, чтобы у меня было хорошее настроение, я там была осознанная. Настя пришла с утра, поговорила с богами, сказала: пожалуйста, зачистите мне эту территорию, мне еще работать с ней, работать, чтобы это не было нервотрепкой. Пожалуйста, давайте здесь организуем хаванагилу, весело, красиво, чтобы меня любили, чтобы здесь денег побольше. Давайте, гормонов жизни сюда. И они наливаются, потому что гормоны жизни наливаются туда, где ваше внимание, где ваше любящее внимание. И если ты с любящим вниманием в этот участок мозга, в эту часть психики наливаете, она становится вкусненькой. Мало того, она не просто становится вкусненькой, она исцеляет все эти вот мелкие траблы, средние потом большие. То есть оно реально так идет от маленького к большому. И с вами происходит чудо. Первое, вы начинаете помнить о своих отношениях с мамой только хорошее. Оно как-то не помнится. И кто был на курсах там какой-нибудь психотерапии, и когда это непроработанная группа, то они приходят и рассказывают: о Боже, моя мать! И там на 3 часа слез и страданий. И когда группа уже там после хорошего коучинга, например, то как у вас с мамой? Ой, у меня такая хорошая мама. И если не напоминать этим, дамам и мужчинам, что... А я, кстати, раньше напоминала. Я все помню. Я говорю: а ты помнишь, как ты тут, билась головой о пол, что мама просто твой конфликтер, и вы живете вместе 30 лет, и она там, тебя калечит и убивает. Она говорит: а мне кажется, я приходила с запросом про что-то другое. Я говорю: точно было про маму 10 расстановок. Да, слушай, да нет, мне как-то с мамой хорошо, мы вот сейчас в Италии, это было еще до ковида, мы вот в Италию ездили, шопинг такой устроились, так хорошо отдохнули, и вообще, да не, у меня с мамой нет вопросов. Вот где у меня есть вопросы, и пошла следующая тема. Так вот, когда вы сюда, смотрите, что сейчас я вам предлагаю? Я предлагаю прямо сейчас наполняться. И замечать, что происходит с вами, когда вы наполняете вот эту директорию под названием «мама». Во-первых, мы просто ее наполняем без рассмотрения деталей. То есть мы стратегически директорию наполняем. Без того, чтобы наполнять, знаете, там, а вот давайте вспомним вот эту историю, как однажды моя мама там не купила мне там красивое платьечко, и я об этом всю жизнь помню, и поэтому я себе не могу купить дорогие платья, или наоборот, поэтому я себе купила уже 115 платьев. Нужно подчеркнуть. Мы просто эту директорию заполняем, и все, что должно быть исцелено, исцеляется прямо сейчас. И если это сделать как домашнее задание, а ведь туда не надо много времени, да, даже 15 минут не нужно. Просто я наполняю любящим вниманием тот участок мозга, ту свою часть своей психики, которая называется МА. Может, еще там будет моя мама. И что вы чувствуете сейчас? Что с вами происходит? Какие ваши ощущения? Легче становится и чище взгляд. Мама довольная, в красивом халате. Отдыхает, сидит, пьет чай. Ощущения приятные, мягко, нежно, хочется улыбаться, смеяться. А вот кто-то пишет: я не поняла, как заходить маму, как там чистить и наполнять. Можно еще раз? Можно. У меня есть, знаете, такой знаменитый мастер-класс «Исцеление отношения с папой». Если кто-то его не видел, из новых, наверное, клиентов, посмотрите, он есть на YouTube-канале, он лежит в бесплатном доступе. Мы
выложили его для того, чтобы вы могли проработать эти отношения. Там есть упражнение, которое все очень любят, про 2 стула. Типа вот садишься на один стул, это я, второй стул, это папа. И там, садишься, разговариваешь и понимаешь, что это все я. Я вам предложила то же самое, только вместо стульев я предложила 2 коврика. Вот этот коврик, покажите еще раз, камера, покажите на камере, здесь 2 коврика, они специально здесь стоят, у меня их 3. Для работы мне очень удобно, что у меня здесь разные пространства. Вот это пространство ребенок. И вы можете постоять на этом пространстве. Может быть, у вас не будет коврик, может, у вас будет подушечка или стульчик. Вот это ребенок. Я сейчас на кого-то похожа. Я тебя как будто бы изображаю. Может быть, ты не увидела, но я тебя изображаю. Вот я такой здесь довольный очень жизнью ребенок. А это мой второй файл. Большая такая директория. Это моя мама. Моя мама. И я захожу сюда, и я чувствую, что здесь. Сейчас здесь очень хорошо. Но когда я зашла сюда в первый раз, здесь ужасно пахло. Здесь у меня были неприятные телесные ощущения. Я чувствовала себя в каком-то нагромождении какого-то старья и хлама. И я сюда призвала божественное присутствие. Я попросила, чтобы сюда пришла божественная мама, ангелы, и навели здесь порядок. Когда мы так делаем, когда мы молимся, говорим свет, любовь и кислород, когда мы приглашаем сюда золотой или белый свет, все эти метафоры активизируют наш гипоталамус и вырабатываются гормоны жизни. Я могу на разных языках вам это объяснять. То есть на женском языке это помолились и попросились, чтобы сюда прилилось очень много бело-золотого света или энергии любви. И ваша задача настоять, чтобы здесь был порядок. В этом и есть стать мамой самой себе. В том, что вы больше не трясетесь здесь и не говорите: о, здесь так ужасно, так отвратительно. А это моя психика, и я здесь навожу порядок у себя. Никто здесь не имеет права. Я когда-то Кто собрал? Это я собрала. Я когда-то собрала весь этот негатив или весь этот позитив. Тогда мне было нужно. Сейчас мне не нужно. Я навожу здесь порядок. Психика моя, энергия моя. Здесь нету больше никого, кроме вас. Все остальное — это наши игры ума. Когда ум говорит, что я не чувствую себя, скажи им всем, что ты не чувствуешь себя живой. Вот здесь я живая, красивая, замечательная, у меня куча энергии. Какими свойствами обладает этот участок мозга под названием мама? Во-первых, любит. Вот зайдите у себя, хотите здесь походите. Пожалуйста, те, кто у меня в гостях, можете встать, походить. Попадете, конечно, в телевизор, да, но, может, вы не стесняетесь. Можете мысленно, можете немного подвинуться, можете взять пару подушечек. Попробуйте, постойте в этом файле, и когда вы почувствуете, что он наполнен энергией, первое, что я чувствую любовь и заботу к своему детенышу, к своей маленькой заюшке, к своей Диночке, к своему пупсику. И мне, как маме, известны эти чувства. Я так к детям своим чувствую. Но сейчас я это чувствую к себе. И мне хочется прийти, помыть, почухать. Я такую практику изобрела на Афродите, когда вы уже уехали. Вы уже уехали. У меня прямо родилась в Афродите. У меня будет там день, посвященный начухиванию. Прямо вся группа будет друг друга расчесывать, специально там поглаживать, массировать, чтобы исцелились. Когда мама была неконтактная, знаете, когда мама не додала прикосновений, вот мы будем делать такую практику.
потом еще порассказываю. Там про расчесывание столько всего я увидела. Я даже никогда... То есть мы делали тогда практику о волосах, помните? Начали этот разговор, и я пошла дальше, и я столько всего нашла. Я-то знаю, что волосы – это женская энергия. И никогда это не рассматривала, как за ними так специально нужно смотреть, за этой энергией. И от чего вот она светится, теперь мне стало понятно. И они перестают выпадать, и длиннее растут. Вот я это поняла там буквально в последние дни. Хорошо. И вот я сейчас как мама, я тут прямо начухиваю, расчесываю свою Диночку, мою заюшку, мою бусинку. А поскольку, как вы помните, мама-то у нас была общественная, но тут у нас и девочка общественная, я не буду называть ее даже Диночкой, а то тут нечестно получается. А то, знаете, мама общественная, а Диночка у нас одна. Ну так и надо, тут дети... И здесь очень много любви, нежности, заботы, такого, знаете, вот, окситоцина, наглаживания. Вот просто можете физически чувствовать, что происходит там, с головой, с телом. И я как материнская, я не могу прямо успокоиться. Мне хочется гладить, мне хочется трогать ножки, пяточки, массировать, прямо хочется хоть делать массаж. Я не могу объяснить, как Диана, зачем мне это делать. Вот если мы говорим сейчас о группе, я могла это объяснить в контексте каждого человека. То есть мама начинает наливать ребенку энергию, такую, какую ему нужно сейчас в этот момент жизни, там, где у него сейчас настоящий дефицит. А это значит, что в вашем домашнем задании у вас может быть другой опыт. Вот я сейчас прямо, знаете, у маленького ребеночка вот так вот разводят ножки. И вот я прямо так ножички развожу, какую-то такую... Не знаю, то ли гибкость, мне непонятно. Вот животик начала гладить. Вот срыгнул мой зайчик, вытереть надо. Он совсем маленький у меня тут малыш такой. Девочка, смотри, такая вагиночка хорошая. Я, как Диана, могу догадываться, придумывать, интерпретировать. Но вы будете точно знать, когда это будете делать для самого себя, для самой себя. То есть у меня есть предположение, если бы это была я, о чем это для меня. Но поскольку это групповая работа, здесь много ваших запросов, я не берусь. Но вот хочется вытягивать, наглаживать. И вы будете это делать ровно столько, сколько вам нужно, чтобы, знаете, почувствовать такое, достаточно. Что происходит? Мы с вами сделали то, чему я учила вас на гармоничных отношениях. Помните? Хотите исцелить отношения с мамой, вам нужно увидеть, что ребенок любит маму, а не мама ребенка. Что вначале ребенок любит маму, потому что ребенок первичнее. Ребенок рождается ребенком и начинает ее любить. Она еще не знает, что она мама. Она девочка, которая ходила с беременным животиком. Она станет мамой только когда увидит, как он на нее посмотрит. Да, мы любим себя, маленького внутреннего ребенка, собственно, если позволишь сказать правду. То есть тот, кого мы любим, мы там гладим этот животик, это мы контактируем со своим внутренним ребенком, и так природа нам, схитрила. Да, и мы это вот себя начухиваем, себя наглаживаем, то есть впервые получаем этот опыт, как быть мамой, самой себе. Но когда родился ребенок, и ребенок, любит маму, а он любит, потому что, ему надо выжить. Она для него источник жизни, восторг, она для него божественная. Внутри у женщины может родиться эта ответная любовь. Это понятно? Потому что любовь ребенка подняла ее сознание на совершеннейшие высоты. Она вдруг почувствовала, что кто-то ее абсолютно, безусловно любит.
Я оставлю здесь маму, которая гладит малыша, и расскажу об этом. Как маленькая девочка любит маму. Посмотрите на себя там 3, 5, 10 дней от роду, месяц, 3. Как сможете себя осознать, вспомнить? Почувствуйте, как ваш носик чувствует маму. Как ваши губки знают мамин сосок, как ваши ручки знают тепло маминого тела. Какая это прекрасная, добрая любовь. Эта практика из коучинга гармоничных отношений здесь будет очень уместна. Это вторая практика, но она делает то же самое, что и здесь. Мы из ребенка, у которого очень много любви к маме, у которого нету проблем с любовью и не будет никогда, даже если мы наслоим сверху подростковый протест, юношеский нигилизм, ребенок все равно внутри нас любит маму. А ребенок – это 80% нашей психики. Наша задача была добраться до этих 80%, засыпанных песком недоверия, обид, боли. Почувствуйте, как вы любите ее, как вы ее боготворите. Ее кожа, ее волосы, ее глаза, ее зубы, ее голос, ее взгляд. Мама. И сразу, пока вы это осознаете, ощущайте в теле, что происходит. Вот это выработка ацетилхолила. Становится очень ясное сознание. Откройте глаза, скажите, получается у вас или нет? Как вы себя сейчас чувствуете? Это, это та же практика. Мы сюда пришли, почувствовали себя ребенком и пришли сюда к маме и ощутили, что здесь плохо, и стали наполнять этот файл хорошей энергией. Но эта практика действенная, вот первая практика, ее надо делать. Эту практику можно просто закрыть глаза и соединиться тут же с этим опытом. Это только половина практики. Если вам нужны салфеточки, скажите, мы принесем. Она трогает до слез. Да? Это ее природа. Скажите, я задам такой вопрос, он может быть странный, но простите меня за этот вопрос. Вы почувствовали чистоту? Или святость? Я не рисковала бы сказать слово святость, а вот ощущение чистоты вы могли ощутить. Чего-то высокого, чего-то торжественного. Что скажете? Как это, какими словами вы можете это описать? Безопасность. Искренность, божественность, Угу. величество. Просто когда прикасаешься к чему-то такому родному. Какое ощущение? Вот здесь безопасность, а здесь величие. Безопасность. Безопасность.
Я почему хочу, чтобы вы это рассказали и написали, потому что вы прикасаетесь к своему самому сильному качеству, к своему собственному самому сильному качеству, которое больше всего ценят люди в вас, и что вы в себе сами не цените. То, что мы всю жизнь ищем безопасность, мы ищем Бога в себе. И сейчас, когда ты соприкоснулась со своей любовью к маме, ты соприкоснулась с Богом в себе, с собой Богом. И у тебя при этом не вырастает нимб, просто ты рядом с тобой все становится безопасным, а с тобой масштабным и великим, и с тобой безопасным. Но безопасности здесь разные. Это практика, сама по себе практика, когда вы чувствуете и ощущаете свою бесконечную любовь к своей маме. Этот момент, когда ваш ребенок и ваша мама внутри вас соединяются. Это только половину практики мы сделали. Давайте еще насладимся ей. Закройте глаза. Давайте еще раз почувствуем, как я люблю маму. Прямо вот именно так себя настройте, как я люблю маму. Запах, вкус, прикосновение, мамины объятия. Я обнимаю маму. Как вам возле нее? Как вам рядом с ней? Вы чувствуете себя любимой дочерью? Кивните, пока вы сидите с закрытыми глазами. Обратите внимание, не когда она любит вас, мы чувствуем себя любимой, а когда мы любим ее, тогда мы чувствуем себя любимой. Пусть это открытие останется с вами навсегда. Ее запах, ее прикосновение, вкус маминого молока, мамин взгляд, ее руки, ее кожа, волосы. Мамины объятия. Это происходит внутри нас. Это всегда было и есть внутри нас. Для того, чтобы там, во внешнем мире, исцелить отношения с мамой, нам нужно исцелить эти отношения внутри. Как вам рядом с ней? Что вы испытываете? Что вы чувствуете? И каждый раз, когда вы делаете эту практику, вы с удивлением будете обнаруживать, что вы будете чувствовать рядом с мамой что-то совсем другое. Каждый раз какое-то новое качество. И это качество будет открываться и раскрываться в вас,
поскольку это ваша психика. Это тоже вы. А теперь позвольте себе почувствовать, ощутить, что вы и есть мама, которую любит девочка. И если мою девочку зовут Дина, то я почувствую, как меня любит маленькая Дина. Ощутите этот другой опыт. Как это чувствовать себя любимой, прекрасной, божественно прекрасной? Как вы чувствуете себя, когда вас любит ваша дочка? Когда на вас смотрят, как на богиню. Даже не так, когда на вас смотрят не как на богиню, а когда на вас смотрят на богиню. Когда вас так безусловно любят. Почувствуйте, сколько у вас достоинства, уважения к себе, высокой самооценки. Все это мы лишали саму себя, когда они шли в свою маму внутри себя. И понятно, почему мы не шли. Это было очень больно. Ох. Не торопитесь, наслаждайтесь этим процессом и наблюдайте за своей трансформацией, потому что там внутри сейчас растворяется и мама неудачница, и у меня ничего не получится, и меня никто не любит, и я никому не нужна. Вот это переживание этого состояния, что меня любят, меня любит вот эта маленькая девочка, моя дочка. Еще раз хочу напомнить, что этот опыт мы переживаем внутри себя. Внутри у нас есть и девочка, и мама. И мы с вами сейчас формируем внутри себя
как это быть мамой самой себе. Как это легко, приятно. Сколько здесь сексуального возбуждения, достоинства, уважения к себе, взрослости, расслабленности, даже ощущение собственной правоты и права. И теперь откройте, пожалуйста, глаза и поделитесь своим опытом, своим состоянием. Как это? Как это для вас? Что вы чувствуете? У меня неожиданно, но очень было много сексуального возбуждения. Это ожиданно. В нашей картине мира у девочки и у мамы сексуальность есть у мамы. А это взрослая фигура. Это она родила. Это у нее был секс с папой. Это было приятное открытие. Ты только что присвоила себе взрослую сексуальность. Не детскую сексуальность, знаешь, такую, а взрослую. Хорошо? Да? Я поняла, что я очень сильно восхищена своей мамой. Вот она для меня моя богиня. И когда я ощутила внутри себя мамой, я поняла, что этой маленькой девочке ничего не надо делать для того, чтобы показать свою любовь. То есть я чувствую ее восхищение, и мне этого достаточно. То есть не нужно быть там, что-то делать. Мне не нужно ничего делать. Я чувствую, что она меня любит. И это такой какой-то симбиоз чувств, это восхищение и маминой любовь во мне. И она вот, я просто есть. Мне, то есть не надо вот как-то там бороться с этим миром, скажем так. И как тебе от этого? Но это очень сильно для меня. Это какой-то инсайт очень сильный. Я еще всем телом это переживаю. Угу. Мне сначала стало как-то некомфортно, мне вот такая груз, какая-то ответственность, что если меня так любят, значит мне надо что-то соответствовать. Но потом как-то вот это вот прошло, это чувство такое, что мне нужно соответствовать, а наоборот вот захотелось, вот меня так любят, вот просто захотелось раскрыть, ну, не знаю, раскрыться, выпрямиться как-то, вот действительно достоинство какое-то пришло. Отлично. Кто? Анечка, может, кто-то из группы? Легкая возбужденность, желание жить. Я знаю, как ей управлять. Я плакала, потому что меня отняли в роддоме от мамы. Вот. И сейчас одиночество. Как это исцелить? Всегда говорила, что мама меня не любит. Сделать вот эту практику. Вот много вопросов одна и та же женщина пишет. Как мы это должны придумать? Переписать файл? То есть вот она пишет, что она не любит маму, и как ей это все придумать, что она ее и любит? Нет на свете человека, который не любит маму. Там наверху, в наших воспоминаниях
где она делала нам очень больно, или была равнодушна, или была отчуждена, или занималась, или больше любила брата. У нас есть и нелюбовь, и обида, и претензия, а мы погрузились в тот опыт, где мы маленькая девочка, где нам 3, 4, 5, 6 месяцев, и мы искренне, тотально любим нашу маму. Нам не нужно это придумывать, нам нужно просто погрузиться в этот опыт. И я вместе с вами погружаю вас сюда. Я могу сделать это еще раз, не то что могу, а я это сделаю сейчас еще раз. Пока сквозь вот эту шелуху, сквозь вот эти проблемы, которые она нам создавала в нашей жизни, наши негативные к ней отношения, пока мы не попадем в тот файл, и я хочу еще раз подчеркнуть, что этот файл, где мы маленькая девочка и мы любим маму, это 80% нашей психики. Туда попасть трудно, а энергии там море. Трудно попасть, потому что, сейчас я объясню почему. Мы не хотим ее прощать. Она причинила нам боль. Мы хотим ей мстить. Мы хотим продолжать страдать. У нас в этом сегодня много, накопилось выгод. Но в этой практике я предлагаю отодвинуть все эти выгоды и получить большую выгоду. Потому что когда я люблю свою маму, я маленькая девочка, люблю свою маму, я чувствую себя любимой, защищенной, благословенной, в чистоте, в красоте. И когда я перехожу в другую часть этого упражнения, и я чувствую себя мамой, которую любит маленькая девочка, я чувствую себя, я как Диана, я чувствую себя достойной, красивой, сексуальной, уверенной в себе. И это только вторая часть практики. Мы сейчас сделаем третью. Когда мама напитается энергией, она начнет наливать энергию ребенку. То есть там 3 шага. Ребенок любит маму, мама наполняется энергией любви, мы получаем новый для себя опыт, как это проживать жизнь в маме, знакомимся, что никогда им не пользовались этим файлом, он никогда не был для нас доступен. Это состояние очень взрослой женщины, которая точно знает, что она хочет. Кто-то мог это испытать? У меня было такое, что в этой уже части упражнения как будто отклик, и уже она наливает. Видишь, у тебя с мамой же все хорошо. Диана, а у меня еще были моменты, когда я, у меня в голове происходило, что я к своей дочери, не к себе, к маленькой, я именно как мама к своей дочери, а не к себе. Такие перескоки тоже были. Тебе не надо из этого переживать. Если мы это упражнение закончим, мы его не закончили, но если мы его закончим, что мы получим? Мы получим, давайте, 2 игрока, девочка и мама. Девочка наливает, мама наполняется, в ней пробуждаются качества, о которых каждая из нас только мечтает. Это наше суперэго, это наше высшее я. Вот оно механически как работает. Я это полюбила и этим стала. Здесь потрясающие, нужные для меня качества, и я их тут же приобрела и присвоила. И как только этот файл или директория, что он не файл, директория наполняется, эта директория начинает наливать девочке. Да или нет? Да. И уже искупает ребенка внутри нас какой-то в безопасности, не знаю, может быть, в красоте, в деньгах. Теперь как это проявится во внешнем мире? Вот эти отношения, девочка и мама, это отношения человека, в нашем случае женщины, и материального мира. Весь мир начнет проявляться по отношению к нам так. И мы начнем по отношению к миру из нашей мамы проявляться с такой любовью. Тебя начнут очень ценить люди.
Потому что ты сможешь налить людям то, что им нужно. Из этой наполненной мамы ты можешь дать другому, сотрудникам, детям своему мужу, то, что ему нужно в его потребностях. А с другой стороны, когда ты в девочке, то есть когда тебе что-то нужно, мир откликается и заботится о тебе. Все вы знаете, что отношения с мамой – это отношения с деньгами. То есть отношения с богатством – это отношения с отцом, отношения с деньгами – это мама, отношения с изобилием – это мама. Чтобы на жизнь хватало, знаете, когда вот все есть, и есть так называемое в бизнесе экстенциальное развитие, когда человек растет в доходах, но, сейчас я объясню, что значит экстенциально, ему типа все мало. Это женский способ так богатеть. Понятно? То есть 4-комнатная квартира уже мало, правда, Танюш? Уже нужен там дом 700 квадратов. И, уже и 700 мало, уже как бы 900 лучше сразу. А лучше и еще дачку. То есть вот этот путь не когда мы богатеем, а когда мы все время расширяемся. Вот это женский путь. И когда у вас хорошие отношения с мамой, люди вот богатеют таким экстенциальным, слово же непонятное, назовем его более понятным, эволюционным способом. Мужской способ – это революционный, переход на следующий уровень. То есть, когда деньги нужны не для того, чтобы купить новый дом или новый самолет, а для того, чтобы они были. То есть деньги как игра, деньги как энергия. Это вот по-мужски. То есть на отношениях с папой, или там кто на лифте у меня учится, знают, что деньги есть мужские и женские, 2 участка мозга. Но сейчас мы говорим о маме. И вот когда ты эту директорию исцелила, а мы еще не доисцеляли до конца, когда ты в ребенке, мир ласков по отношению к тебе. Когда ты в маме, ты ласкова к миру. Или такая, как надо. И поскольку... Я испытываю эти чувства к себе маленькой или к своей реальной дочери, главное, что у меня в мозгу вот это вот происходит, просто что я присваиваю себе эти качества, которые у меня появляются. Да, но лучше, если ты будешь делать эту практику и видеть себя маленькую. Тогда я буду гарантированно за тебя спокойна. Потому что, знаешь, мозг вещь темная, неизученная. Вот. Лучше, знаешь, как-то, вот как написано в инструкции, вот соединим тебя, девочку, с твоей мамой. Вот за это я ручаюсь, что это будет работать на тебя. Потому что вот если эта устойчивая связь для тебя создастся, что и это я, а наше я, оно обладает таким способностью, оно все сразу схлопывает. То есть раз это я, оно такое раз, дуальность заканчивается, я и я. То есть вот я одновременно и мама, и девочка. Знаешь, нет такого, что сегодня мама, завтра девочка, а в каждый момент времени можно быть и мамой, и девочкой. Я понятно? Да. Поэтому я предпочитаю, чтобы мы эту практику сделали в таком чистом виде. Сделаем еще шажок. Да, вопрос. Здесь в основном все пишут, наконец-то это испытала, это круто, а вот 2 девочки пишут, что они не смогли ничего почувствовать. И вот они ожидали, что они смогут почувствовать, но не смогли. А как зовут? Все равно не любят. А как зовут этих 2 прекрасных девочек? Одна Алла, а вторая Надежда. Чудесно. Давайте все снова зайдем вот сюда. Это наша чудесная девочка. И Алла, и Надежда пусть тоже сюда зайдут. И я задам очень женские вопросы. Особенно эти вопросы поймут те, кто уже рожал детей. Ребенок священен? Да или нет? Ребенок – это чистая проявленная жизнь. Вот станьте здесь, вот в этом месте. Мы все имеем этот опыт. Это абсолютно физический опыт. Этот опыт не имеет отношения к человечеству.
любое животное, любое, ну там собачка, кошечка, муравей, когда он маленький, он вызывает невероятные чувства. В нем очень много живет еще Бога, очень много Духа Святого. Или, другими словами, очень много жизни, очень много дофамина. И вот здесь, пожалуйста, постойте вот в этом состоянии. И Алла с Надюшей, и все вы постойте в этом состоянии, что вот ребенок священен. Вот я такое потрясающее, замечательное, маленькое существо, которое, может, еще не умеет 100% разговаривать, ходить. И еще очень-очень маленькое. Почувствуйте невероятную любовь к себе, которую испытывает ребеночек. Он еще не испорчен, не сломлен. Он так любит себя. 100. Пишет вот, а если мама меня не хотела, а если мама хотела сделать аборт, а если мама меня не брала на руки? Мама хотела сделать аборт, и мама его не сделала. На чем мы держим внимание? Каждая из присутствующих здесь женщин, конечно, очень-очень стесняясь, но может признаться себе, что хотя бы 1 минуту в своей жизни, когда узнала о беременности, она думала, рожать или не рожать. Может быть, это был не первый ребенок, может быть, наоборот, первый. Но многие мы испытывали этот. И когда мама поделилась со своей дочкой, с дуру поделилась, что я не хотела тебя рожать. Или, может быть, она и говорила ей в сердцах: «Фу, зачем я тебя родила, отродье там этого урода, ты такая же, как твой папа, как твой отец, ты такая же, Господи, зачем я тебя родила». В этот момент, когда она проклинает вас и так не любит, в этот момент вас спасает то, что вы живая. А раз вы живая, то 99,9% этой женщины благословляют тебя. Они стоят, эта душа этой женщины стоит на коленях перед Богом и молится, чтобы вы были живы. А это ее травмированная часть, как Юнг называет дракон. Да, это страшная, это страшная, ужасная часть нашей мамы. Но на чем я держу акцент? Я чем лучше, чем она? Я не могу ее до сих пор простить, что она не хотела меня родить, и я вообще в своей голове не держу эту странную идею, что она, твою мать, меня родила. Что я тут пишу, я до сих пор, мне уже 30 лет, не знаю, я уже, сексом занималась, арбузы ела, водку пила, а до сих пор, этой суке не простила, что она не хотела меня родить. И тот факт, что она меня родила, никак ее не компенсирует, никак. Или не брала меня на руки. Да, смотрите, я не оправдываю, я же вам, с этого начался мастер-класс. Есть 2 части внутри вас. Та, что ведет вас к жизни, и та, что ведет вас к смерти. Если вы держите внимание на том, где она вас не любила, где она вас не брала на руки, она хотела сделать аборт, если вы на этом держите внимание, вы всю жизнь будете в страдании. Это ваш выбор. Страдать или не страдать. Но если вы потрогаете себя за ваш бюст, даже если он нулевой, то все равно соски у вас есть. Можем увлечься. Если вы потрогаете свое тело и обнаружите, что вы таки живая, то может у вас родиться какая-то, идея и благодарность, что она вас все-таки родила. Что она вас, тащила на себе 9 месяцев, рожала. И вы все-таки пришли в этот мир. И то, что вы женщина, и то, что вы имеете сознание, и то, что вы покупаете мастер-классы, это все результат того, что вы живы. И это ее подарок. Живы, здоровы, социальны и умеете пользоваться ресурсами. Это 4 задачи, которые должна выполнить мать перед ребенком. Больше она ничего не должна. Все остальное должен отец, а все остальное должны сделать вы сами и мы сами. Так что, вы продолжаете настаивать на этой части программы? Почитай, что пишут.
Вот здесь я счастливый маленький ребенок. Вот здесь вы можете чувствовать, как ребенок себя любит, как ребенок себе желает счастья. И вот из этого состояния, вот что ребенок священен и ребенок себя любит, из этого состояния ребенок смотрит на маму и любит свою мать. Ребенок точно не желает себе смерти. Мы потому любим детей, что у них гормонов смерти нету в теле, у них только гормоны жизни. И когда мы вдруг встречаем ребенка, который нам не нравится, посмотрите, этого ребенка, в него уже попали программы смерти. Это очень редко бывает. Чаще всего эти вот налюбленные, напуцканные, замечательные, такие напитанные дофамином дети, довольно такие морды. Кто-то улыбается такой, кто-то серьезный, как у нас на Кипре был, такой красивый, серьезный пацан, такой, ездил на колясочке. Но когда ребенок наполнен любовью, нет, когда ребенок маленький, он наполнен любовью к себе. Он себя любит и хочет жить. Он выбирает жизнь абсолютно серьезно, абсолютно однозначно. Он голосует за жизнь. Отсюда будут все перекосы его потом. Но сейчас мне важно, слушайте, пожалуйста, включайте свое сознание. Это есть внутри вас, понимаете? Это часть психики, где ребенок любит себя, и ребенок выбирает жизнь, это есть внутри вас. Мы в духовных практиках заходим внутрь себя, в свою глубину, мы сюда идем, в тот наш опыт, в ту нашу память, где мы тотально выбираем жить. Это есть внутри меня. Я хочу просто, чтобы вы туда зашли. Я могу вас туда провести, провожу, а вы останетесь, получаете этот опыт. Когда вы один раз туда прошли, больше, никаких наслоений вам, никакие наслоения вам не помогут туда не пройти. Больше не будет преграды. Еще раз, не надо забывать ничего плохого, что она вам сделала. Просто соединитесь с этим опытом. Дело ведь не в том, что она вам плохо сделала, а в том, что когда она сделала плохо, вы выбрали смерть. Вы решили умереть. Помните, я говорила, что почему не решаются наши проблемы? Потому что дело не в том, что она нас испугала, или нас не брала на руки, или хотела сделать аборт, а мы согласились умереть. И у нас есть части, которые согласились умереть, и от этого нам больно. У нас есть части, которые согласились жить, хотят жить, и есть части, которые согласились умереть. И это делает нам больно. Я могу пойти дальше и сказать, что мама, как наш самый лучший друг, учитель, что это душа, которая согласилась показать нам нашу травму, с которой пришла наша душа в эту жизнь. Это если пойти очень глубоко уже в экзистенциальный опыт, в опыт духовности, что у нашей души, у нашего такого прекрасного мячика уже было темное пятно, где мы согласились умереть, где мы согласились не жить. И мама нам лучше всех на свете засвечивает. Никто так не засветит, как мать. То место, где мы согласились умереть. И она это делает с очень большой любовью, с очень большим уважением, ее душа, с очень большим уважением к вашей душе. Она не влияет на ваше решение, жить или умереть. Если вы захотите умереть, она вас убьет. Она будет вам говорить гадости, она будет вас забирать энергию, она будет вас проклинать. Вы будете только это и видеть в отношениях с ней. Она будет делать все, чтобы вы видели то место внутри себя, где вы согласились умереть. И она это будет делать всегда. Ваш лучший друг, мама. Это была третья часть моего скомканного мастер-класса. Я повторю все 3 части, чтобы вы могли понимать, о чем мы сегодня говорили. Давайте. Лично я нахожусь на первой части. Просто Я маленький ребенок, я люблю жизнь, и я люблю маму. И дальше я чувствую, как я люблю маму. Я буду сидеть, а то у меня от энергии подкашиваются ножки. Фух. Просто
Если я маленькая и я хочу жить, то как я люблю маму? Евреи говорят, Бог красит губы. Вот это переживание любви к маме, это переживание любви к Богу. Но нам сейчас так глубоко не надо, нам достаточно, Боже, как я люблю мама, мама. Причем все сенсорное ловите. Ее запах, ее глаза, ее вкус, ее прикосновение, ее голос, что она шепчет вам на ушко, как она вас обнимает. Этот опыт хранится внутри нас. И этот опыт вызывает невероятные чувства. И первое чувство, главное, это безопасности. И второе, это чувство, что меня любят. Когда я переживаю опыт любви к маме, я чувствую и понимаю и ощущаю, как любит она меня. Даже если она никогда не брала вас на руки, если она была очень травмирована, ее душа любит вас. Иначе вы бы не жили. Это закон. И теперь, когда вы чувствуете эту свою любовь к маме, станьте теперь своей мамой. Ощутите, как это быть любимой. Когда тебя любит твоя дочка. Это очень и простое чувство, и трогательное. Потому что многие из вас здесь вообще впервые. Но это ваша психика, это ваш участок мозга, это ваши качества души. И они прекрасные, и они делают вас очень сильной. Присваивая себе эти качества, вам понятно, как жить здесь на свете. Здесь есть и про границы, и про достоинство, и про взрослую сексуальность, и про умение говорить «да» и «нет», и про умение помогать тем, кому я хочу помогать. И когда эта частичка напитана, частичка – это директория. Почувствуйте, что вы как мама хотите сделать для своей дочери, что сказать, как обнять, как погладить, как успокоить. Почувствуйте, как мама и дочь обнимаются вместе.
и как это отражается в вашем теле, в вашем состоянии. И позвольте этим двум прекрасным вашим частям так и остаться, обнявшись, соединенными. Поблагодарите себя, поблагодарите маму, поблагодарите божественное присутствие. И когда будете готовы, мягко откройте глаза. Теперь мы с вами сделали эту практику до конца. Она ваша, она очень простая. Давайте я повторю еще шаги. Мы заходим в ребенка, который любит жить. Мы чувствуем себя вот этой маленькой девочкой, которая любит жить, которая хочет жить. Мы чувствуем эту радость жизни. И из этого состояния мы чувствуем любовь к маме. И мы используем все наши сенсорные способности мозга. Что я чувствую, ощущаю, запах, вкус, взгляд, как я на нее смотрю, как она на меня смотрит, как она пахнет, как я ее трогаю, как она меня трогает. Что она говорит мне на ушко. И вы начинаете испытывать такое состояние священности, защищенности. То, о чем мечтает ваш ребенок внутри вас прямо сейчас. Вы исцеляете свой дефицит, исцеляете своего травмированного ребенка. И дальше мы переходим в маму, что чувствует мама, когда ее любит ребенок. И мы наполняемся, то есть мы заходим туда сознанием, присваиваем себе эту директорию, наполняемся, она наполняется энергией, какими там качествами мы обладаем, каким состоянием, оно тоже присваивается. И затем делаем следующую итерацию. Я люблю свою дочку. И как я ее люблю. И что там. Ну вот у меня там сразу такие объятия, нежность, поглаживание. Все-таки я очень похожа на то, что я делала здесь в начале. Прикосновение, прикосновение, прикосновение. И потом вы объединяетесь. То есть мы чувствуем и ребенка, и маму. И я это и то, и другое. И я могу проживать этот опыт. И многие из вас, кто был на коучинге по сексуальности, помните практику эротического волшебника, когда мы соединяем два участка психики через тело, через телесные ощущения. Здесь мы делаем то же самое. Я чувствую себя девочкой, я чувствую себя мамой, а в моем теле все это смешивается как целый микс. Да. Все плачут. От счастья? Да, включила. Все плачут, да. У меня слезы, я плачу.
Только боли выходит. И тут вопрос. Я очень сильно плакала. Что это значит? Это нормально, что они все плачут? Не Конечно, переживают? они же, ну, представляете, мы жили, чувствуя себя отдельными от мамы. Мы все бегали на улицу Герцена, дом 5, квартира 6, чтобы получить это, а она нам никак не давала. Она никак не понимала, что нам это надо дать, или не хотела, или не могла. А мы не знали, что та боль, которую мы испытывали, она была не по отношению к этой тетке, нехорошо говорить, к этой женщине, а что это было по отношению к самой себе, что это внутри меня это было. И сейчас, когда мы нашли рецепт, и мы нашли виновников, и мы нашли способ это исцелить, эта боль исцеляется. Спасибо. За что я заслужила такой подарок? Это чудесный вебинар. А вчера я случайно узнала о вас, Диана. Это чудо чудесное. Благодарность. Ну, у кого-то хорошее, божественное. Смотри, вопрос. Как лечится выбор умереть, сделанный ранее? Мария. спрашивает. Делается вот этой практикой. Диана, очень важно, но не ясно. Дайте, пожалуйста, примеры, как еще подсвечивают. Как мама подсвечивает ребенку, где у него, что у него не исцелено, где там есть. О, давайте поговорим об этом и передохнем немножко от практики. Можно мне какой-то, у меня просто трудно вспоминаются какие-то проблемы с мамами. Я сейчас вспомнила, я же тоже мама. В любом месте, где ребенок где человек не вырос, мама будет лезть в его жизнь, да или нет? Или она не будет лезть в его жизнь именно физически, но он будет говорить, например, в том месте, где он не исцелен, она мной не занимается, ей на меня плевать. То есть она или полезет в это место со своими там советами, или если она такая мама, знаете, которая занимается своей жизнью, он будет говорить, или она, что там, где он не исцелен, ей на меня плевать, она там живет своей жизнью, и как там у меня дела, ей все равно. То есть везде, где мы не выросли, мама будет врагом. То есть это касается и мамы, и папы. Просто мама занимает 80% психики, папа 20%. Особенно у девочек. Поэтому она всегда будет показывать нам, где-то это может касаться так, я не хочу быть как мама. А где-то мы говорим, я хочу быть как мама. А где-то а там, где вы выросли, вы говорите себе, мама, а почему здесь мама? У мамы своя жизнь, а здесь у меня свое решение. Но везде, где вы, ой, меня мама не научила, или, боже, моя мама звонит мне и ругается, и говорит мне там каждый день, что я все это неправильно делаю, неправильно стираю, неправильно воспитываю ребенка. То есть она будет работать при жизни, при смерти. То есть, знаете, как-то не ждите, то есть, что она умрет, и вам станет легче. Хотя на 5%, конечно, станет легче, но станет тяжело в другом месте. То есть она не будет приходить физически. Это будет еще хуже. Она будет приходить в вашей голове и рассказывать вам. И вы уже не будете понимать, что это мама, вы будете думать, о боже, это я так изменилась, это я так думаю. Короче, вот это роль мамы. Так, я понятно объяснила? Это же не ты спрашивала. Да, понятно? Еще? У меня с мамой проблема в подростковом возрасте. Я ее раздражала как подросток. Что мне она подсвечивает? Ребенок в подростковом возрасте должен раздражать маму. Это его работа. Это его обязанность. А если девочка об этом пишет, то, скорее всего, это моя фантазия. Я не ручаюсь за свои фантазии. Вот. Но, скорее всего, она и сейчас с трудом раздражает других людей. То есть ей трудно, когда она раздражает других людей. Пусть этот человек напишет. То есть если она это помнит.
Пишет, как же это гениально, это же образ Божьей Матери на всех иконах, где мама и ребенок. Да, Я чувствую много жалости к маме, как с этим работать? хороший вопрос. Обратите внимание, что вот этот мастер-класс, помните, я говорила, что у меня есть кредо внутрь, вверх, вбок и статус. Мы все это мое кредо, вот то, что является моей сутью, здесь и прорабатываем. Мы идем вглубь себя, мы идем наверх, мы идем к Богу, и мы идем в реальную материальную жизнь. Хороший такой вопрос. Еще раз его можно повторить? Я помню, что хороший, но забыла о чем. Чувствую жалость, как с этим да. работать? Ой. Ну, давайте номер 1. Жалость и выученная беспомощность – это прекрасные инструменты, которые усвоили люди, и мама могла тоже его усвоить. И слушайте, да что говорить, я сама регулярно пользуюсь этим инструментом. Сегодня хотела вот Юре рассказать, что рано встала, летела на самолете, не выспалась, и тут мастер-класс. То есть хотела так, знаете, на жалость надавить, хотя зачем Юрке было давить на жалость, я не знаю. Но хотелось, короче, пожаловаться. Вот я такая сиротинушка. Нас этому научили, это был способ получать внимание, заботу, получать то, что мы хотели. Мы просто выучили, знаете, как вызубрили на зубок, что хочешь получить что-то, начинай себя жалеть. Вот. Если сам себя пожалел, то пошел себе что-то купил хорошее, или разрешил себе зубы сегодня не чистить, или в спортзал не ходить, или наоборот, разрешил бросить работу и пойти в спортзал. А если это кто-то другой, то даже это ребенок, то мы привычно так себя красиво жалеем, жалуемся, ребенок на это все ведется и делает то, что нам надо. То есть это способ, чтобы мир делал то, что нам надо. Это просто пока теория. А теперь давайте про практику. Кого жалеть? Эта тетка справилась, у этой тетки родились уже дети. Если тот, кто пишет, имеет своих детей, то это ее мама справилась уже вдвойне. Значит, она уже бабушка, и она передала жизнь уже 2 поколениям. То есть, зачем жалеть? Она сильная. Любая, особь на земле, кто старше вас, по возрасту, они сильнее, чем мы. Они сильнее, а мы более развитые. То есть, мы новый, знаете как, мы новый iPhone 13, а они старый телефон, помните, который можно убить. Айфоном никого не убьешь. А вы помните старые такие вот телефоны, которые так набираешь дрррр? Да-да-да, вот эти дрррр. Или старую Nokia. То есть они прочнее, то есть так устроена система. Они большие, мы маленькие, кого жалеть? Она прожила уже, не знаю, если этой девушке 30 лет, значит, ее мама прожила, например, 50. Посмотрим, как эта девушка справится к своим 50. Когда вы кого-то пытаетесь, жалеть, хотите, я вам об этом расскажу? Когда вы кого-то хотите жалеть, какими мы становимся, когда мы кого-то жалеем? Большими? Да, большими. У нас гордыня поднимается. А в чем опасность этой гордыни? То есть почему ее считают смертельным грехом? Потому что это отказ от ресурсов. Я вам как прагматик говорю. То есть гордый человек говорит, например, я же богатая, мне не надо, или я же сильная, мне не надо. Мы отказываемся от помощи и от ресурсов, когда испытываем гордость. То есть гордость – это плохо, потому что мы не берем ресурсы, но гордость приятно испытывать. Такое богоподобие. О Боже, я святая, я великая.
То есть это такое, знаете, вместо переживания нормального богоподобия, вот станьте мамой и проживайте это богоподобие. Там, в этом состоянии, когда вы были мамой, вы не давали всем все и не отдавали последнее. Вы очень разумно увидите, вы очень разумно делились ресурсами. А в этом состоянии, когда мы кого-то жалеем, ой, ты бедненький, ой, ты несчастненький, обратите внимание, вы не будете спать ночами, вы не будете там доедать, вы не сможете пойти в туалет, вы где-то начнете себя ограничивать, потому что вы отказываетесь от какого-то ресурса. Именно этим страшна гордыня. Что скажете? Шок. Шок? Шок. Классно, хоть кому-то. Что-что? Не, повтори. Я говорю, нас уже не пронять. Уйди из центра зала, а то я смотрю на твою равнодушную морду. Я тебя ковыряюсь, ну какую бы мне проблему решить, ничего не могу. Ну ковыряюсь, ну ничего нет, уже надумала себе, что недавно у меня дочка, муж купил ей iPad в подарок, и как папа, он не может просто так iPad взять и подарить, как я, нате, берите. Он приходит и говорит, напиши, пожалуйста, скажи, пожалуйста, 10 классных вещей о себе сама. И она потом взяла лист и написала. И там было: я классная, потому что я люблю своего брата, свою сестру, свою собаку, короче, всех любит, но про маму ни слова из 10 фраз. Ни слова. Я читаю, вижу, какая у меня дочка классная, и меня там нет. И у меня кольнуло. Это сейчас просто прямо проблематику прямо досталось. Да-да-да. Знаете, меня кольнуло. Я к мужу говорю: так меня тоже нету. Я скажу: точно. Почему нас нету? Он такой: понимаешь, говорит, мы прошлое. И это классно, что там нету. Она про будущее. Мы как тылы. Она в них уверена, и все, и она идет дальше. А мне прям это... И вот я понимаю, что у меня какая-то что-то там... Вот такое. Я потом успокоилась, конечно, сразу почти. Но меня кольнуло, что вот как бы ты сильно любишь ребенка, даешь, она реально прет уже вперед, и ей уже, она даже тебя не вспоминает. Сейчас даже говорю, не кулит, но кольнула. Ой, мастер-класс проходит зря для тебя. Сейчас я что-нибудь... сейчас что-нибудь придумаю. Но девочки пишут, что все равно они не чувствуют любви к маме. Как часто надо делать практику в их случае? Хотя бы каждый день. Как часто делаем эту практику, если не почувствовала любовь к маме? Я бы каждый день делала, пока меня бы не прошибло. Смотрите, отношения с мамой – это отношения с телом, с едой, с деньгами, с людьми, с партнерами, с сексом, с нежностью, с детьми, с природой, еще раз, со здоровьем, с красотой. Это так много. Это я так перечислила, но я так, знаете, крупными мазками, но если там пойти, покопаться, то можно найти еще 1000, за что отвечает эта огромная директория. Когда вы чувствуете вот эту любовь к маме, вы получаете взамен базальное доверие к миру. То есть мир становится безопасным для вас. А вот это, помните пирамиду Маслоу, а это очень ценная вещь. Когда человек имеет это базальное доверие к миру, он просто не купит билет на самолет, а если купит, то опоздает. Да, с которым что-то может случиться, не просто билет на самолет. Если у человека есть это базовое, называется не базовое, а базальное. Вот если у человека есть это базальное доверие к миру, то его гормоны смерти полностью отключены. Он просто не сделает ни одного шага, который приводит к смерти. Он делает шаги, которые ведут к жизни. Отношения с мамой – это 80% всего того, что есть в нашей психике. Давайте вот прямо по шагам. Отношения с животными, отношения с мамой. Здоровье
все, что вы знаете про здоровье, хорошее самочувствие, активность, когда не болит, когда, если заболела, быстро выздоравливаете, когда, если болеет, то, если надо заболеть, то тело, если у вас есть вот это отношение с мамой, тело выберет ерунду. Знаете, такое, чтобы вас там, например, вот надо, чтобы вас вырубило, чтобы вы все-таки легли в постель, а вы, никак, не знаю, социально или, короче, не можете себе это позволить. Вы там и у вас, перелом пальца ноги. Ходить невозможно, а вы тут лежите 3 месяца, куда-то там не поехали. Да, вот, секс можно. Я, знаете, рассказываю историю, которая когда-то произошла с моими друзьями. Она сломала палец на ноге, то есть было лето, был август, его даже, знаете же, не гипсуют. Мы ходили на пляж, мы вот здесь вот загорали на баллоне, на песочке, читали книжки. Муж с друзьями ушел в поход. И она не попала, она была такой заядлый турист. Мы прямо, знаете, матрасничали все эти 1,5 месяца, потом он писал, звонил, все были живы-здоровы, вернулись и рассказали, что это был какой-то жуткий поход, что они нашли тела ребят, которые замерзли. Одна девочка там только спаслась, они ее довезли, она, вызвали наряд, милицию, они все это пережили. Я не знаю, почему ей нельзя было туда попасть. Может быть, она такая впечатлительная, что на нее бы это... Но когда они рассказывали эту историю, те, кто попали в этот поход, я и так не собиралась ехать, но я при одной мысли, что я могла бы все это увидеть, вот я бы точно не хотела быть в списке тех, кто увидит. Я слишком впечатлительная. Вы никогда не будете, когда у вас отношения с мамой хорошие, вы никогда не будете париться о голоде, обжираться, потому что это тоже отношения с мамой. Если мама в доступе, мамы много, то вы, сибарит, который кушает только самое лучшее. То есть никто не нажирается, не напивается, потому что оральные отношения – это тоже про маму. Если вы исцелили отношения с мамой, вам не нужно ни курить, ни пить, не ругаться матом, не кричать. Короче, это я только про тело вспоминаю, а так можно про каждый аспект. Это еще раз, 80% вашей психики. Может быть, вы не понимаете, когда я говорю, что психика, 80% вашей жизни на Земле – это проекция отношений с мамой. Поэтому, если до сих пор не люблю маму, я не считаю, что это плохо, что это проблема. Но это то, куда нужно пойти. Там гарантированно есть та твоя часть, которая ее любит. Просто любить маму очень опасно, любить маму очень больно, любить маму, вредно, от этого можно умереть. И поэтому мы так прячемся от этой любви. Анечка? Да. Еще есть? Да. Мне всегда попадаются руководители, которые заботятся обо мне и хорошо относятся ко мне. Это отношения с папой или с мамой? Смотря как заботиться. Если руководитель кормит, поет и спрашивает все время, вам не холодно, то это про маму. А если он все время повышает зарплату и дает вам карьеру и учит и развивает, то это про папу. А еще это может быть про маму. То есть про папу и маму вместе, про родителей. Яна, а как это все у мужчин? Им эта практика соединения тоже подходит? Да. Диана, с внутренним образом стало хорошо. Когда вспоминаю реальную маму, всплывает раздражение. Нужно больше делать эту практику? Да.
Давайте теперь вернемся к практике, которая была до этого упражнения с этими 2 коврами. Есть что-то, наносное, что пришло из рода, что пришло от других людей, что пришло от самой мамы, о ее представлениях. И здесь вот этот нам клининг, когда мы из ребенка, осознавая, какой я ребенок, заходим в эту директорию, мама, и призывая свет, любовь и кислород, призывая божественное присутствие, призывая белый свет, призывая любовь, вычищаем эти Авгиевы конюшни. Кто не знает, что такое Авгиевы конюшни, почитайте в Гугле. Полностью вычищаем эту директорию, чтобы она стала светящейся, наполненной светом. И постойте в ней, насладитесь, как это быть вот такой мамой без наносного, без прошлого. И вот этот вопрос у девушки, что посмотрю на реальную маму, бесит. Вот после этой практики оно перестанет бесить. Здесь запечатлен весь наш опыт, вся наша память. И у нас на маму есть привычная реакция. Знаете, она еще рот не раскрыла, а мы уже все про нее знаем. Угу. У нас нет такого, знаете, как с друзьями или как с новыми людьми интерес. Ой, вот что она сейчас интересно скажет. Про маму мы точно уверены, что она скажет именно это. С одной стороны, она так и говорит, согласно нашим ожиданиям. А с другой стороны, мы абсолютно уверены, что вот кто-кто, но вот эта особь не меняется. И поэтому нам так сложно пережить, что они стареют. Потому что у нас же в голове есть идея, какая мама. То есть она такая, нечто, как сказать, без возраста. Она мама, она вот так вот живет. И мы ждем, что она вот так вот всегда будет жить, так всегда будет говорить, так всегда будет делать. И когда вдруг она становится старушкой, знаете, мы вдруг заметили, ой, а она состарилась. И это уже какая-то другая женщина. Нас спасает, что она говорит одно и то же. А если она еще и заговорила что-то другое, мы вообще можем испугаться, потеряться. Ой, а где же моя мама? А она, как любой человек, она меняется. Все люди меняются. Но в нашем представлении это так и звучит. Все меняются, кроме нее. Вот единственный человек, который никогда, даже папа в чем-то иногда меняется, но только не она. Понимаете почему? Потому что она олицетворение базального доверия. То есть она олицетворение, что мир вечен. И поэтому наша психика, она будет вот так выворачивать ее слова, ее поведение, лишь бы ничего не менялось. То есть лишь бы мы продолжали смотреть на нее глазами ребенка. Но если мы предположим, что она, как и мы, мама только на 1%, а что на 99% она женщина, человек, женщина, и что у нее есть ее интересы какие-то книги, которые она читает, мысли, которые она думает. И здесь, кроме меня, сидит много мам. Подумайте о том, что вы, как мама, тоже не всегда можете высказать своему ребенку о своих чувствах, что вы тоже в роли какой-то навязанной вами или самой созданной роли. Вам трудно быть человеком со своим ребенком. У меня взрослые дети, и я начала дружить со своим сыном, когда ему было, по-моему, лет 19. Я вдруг поняла, что он интересный человек. Я его так недооценивала. И потом я начала с ним как-то разговаривать. Я не могу предположить, что мой сын не считает меня мамой. У него есть точно идеализация своя, он тоже обо мне какого-то мнения, которое, я слышу, как он поворачивает, мы о чем-то говорим, и он поворачивает свои выводы, если это касается меня, поворачивает свои выводы в русло своего уже представления обо мне.
Но я стараюсь, но я часто общаюсь с ним просто как человек. И мне нравится, когда мне удается и в себе, и в нем, знаете, растворить вот этот, мама и ребенок. Когда я могу с ним поговорить как с человеком. Это не часто бывает, это иногда практически невозможно. Иногда я, знаете, открываю рот, а у меня такое: ты покушал, ты поспал, как-то животик у тебя не болит. И думаю, да что такое? Я же другое хотела сказать, я же другое хотела спросить. И он говорит: мам, не надо. Я говорю: скажи. Да думаю, откуда эти интонации? Но иногда я могу, как мама, поговорить со своим сыном не как мать, не как сыном, а просто как взрослым человеком. И не как маленькая девочка, которая пришла спрашивать совета у своего папы, а как взрослый человек, который, я что-то рассказываю о своей жизни, и иногда оно проскакивает. Хотя чаще я понимаю, что все в фильтры попадает. То есть, если я скажу, например, я сейчас была на Кипре, это попадет в фильтр. Опять моя мама где-то шляется. То есть у него есть такая... Да, есть такой переводчик. Если я скажу, если он меня спросит, а как было на Кипре, я скажу: очень глубокий процесс. Опять у нее глубокий процесс. У нее всегда глубокий процесс. Но иногда мне удается что-то сказать, и ему удается что-то услышать. Это немного меняет. Это я сейчас как мама говорю. И точно так же я говорю вам как дочерям. Она человек, она тоже меняется, она проживает вызовы этой жизни. И ей тоже не просто, как и вам. И у нее тоже об этом есть какое-то свое мнение. И она тоже не замершая фигура в вашей голове, которая должна спросить, кушали ли вы, или что вы неправильно отправили ребенка в школу, на улице холодрыга, а вы шапочку не одели. Да, у нее есть эти программы, конечно, но еще она человек, в первую очередь. Итак, вторую практику, давайте я ее технологизирую. Первое, мы просто осознаем, какой мы ребенок. Напуганный, расслабленный, нам страшно, нам плохо. Вы можете приходить в эту тему с запросом. Причем с абсолютно любым запросом, поскольку 80% вопросов в нашей жизни материальных связано с мамой, то, как говорил Берт Хеллингер, ставьте маму, не ошибетесь. Вы можете делать эту практику технологизированно, то есть идти с каким-то запросом, я не советую. То есть можете попробовать, получится, но я предлагаю просто проработать отношения с мамой. Когда вы научитесь зачищать вот эти две директории, когда вы поймете, что это в вашей власти, в вашей силе, и что это у вас получается, и что получается достаточно легко, у вас появится уверенность в себе. А это и есть быть взрослым. То есть когда вы, сейчас я скажу по-украински, вы мне поможете перевести, когда вы опанували свій внутрішній світ, когда вы освоили или овладели своим внутренним миром, когда вы перестали воспринимать свой внутренний мир как нечто, что на вас нападает, а я тут маленькая, когда вы начнете видеть, что все это я, что все эти фигуры, которые там есть, это я. А если мне что-то там не нравится, я могу это все растворять, мне не надо во всем этом хаосе и ужасе жить. И вот вторая практика. Вы зашли, осознали, какой вы внутренний ребенок, нежно, мягко зашли в директорию под названием «Мама» и навели там порядок. Как-то увидели, познакомились, ужаснулись, обнаружили, что там плохо пахнет, всего навалено, как здесь было. Через несколько минут, максимум там 15-20 минут, здесь все будет чисто. И когда здесь все чисто, почувствуйте, вот я мама, я классная, замечательная мама. Как я к этому ребенку отношусь? И вы почувствуете, как из мамы польется хорошее, правильное состояние.
И там начнется исцеление вашего внутреннего ребенка. Может быть, вы перейдете сюда, как это было в моей практике, и будете его наглаживать, напутскивать. Может быть, что-то просто обнимете. Можете это упражнение делать на 2 стульях, можете делать на 2 подушечках, можете, как у меня здесь, на 2 коврах. Эти упражнения разные по тому, где они чистят. Если первое упражнение про любовь чистит сердце, то есть наше эмоциональное состояние, то это в первую очередь чистит физику. Поэтому это будет очень физически сильно ощущаться, ваши изменения. И третья практика. Какая она была? Мама и дочка. Вы слились в одно, и просто перестало существовать это, 2 файла. Это для нашего сознания опыт. Что вы скажете? Как вы себя сейчас чувствуете? Девочки запутались. Здоровая позиция – это когда рядом, то есть находясь физически с мамой, чувствую себя маленькой, а она большая. Или вот когда мы подруги, я не чувствую себя дочерью рядом с ней, не чувствую ее, то есть какая позиция правильная? 2 взрослых человека, если мы 2 взрослых людей, я не должна чувствовать себя маленькой, я не должна впадать в инфантильного ребенка, хотя это невозможно. Рядом с мамой все равно где-то впадем. Но если мама чужой человек, знаете, вот у нее другие интересы, у нее другой культурный код. Если вам не о чем говорить, то вы просто как 2 незнакомых человека общаетесь. Знаете, как очень много этикета. Здравствуйте, здравствуйте. Пережили, там, как американцы, День благодарения, съели вместе индейку, поговорили там, как погода, природа, как дети, и спокойно уехали. Причем, уверяю вас, что она будет чувствовать себя точно так же. Если вы взрослая, она взрослая, и между вами нету коннекта, хотя, какой-то коннект, может быть, дети ваши, ее внуки будут, но если никакого коннекта нету, то это просто, 2 незнакомых человека, потому что вы ее никогда как человека не видели раньше. Но когда вы выросли, этот человек, может быть, вам попросту не интересен. Или интересен, тогда вы знакомитесь, общаетесь, находите что-то для вас полезное, и у вас что-то вроде дружбы или дружба. Или какие-то родственные отношения, когда, знаете, там мило поговорили о детях, мило поговорили о погоде, о природе, хорошо, прямо так радостно встретились, и спокойно год можете не видеться. Но взрослые отношения, то есть когда вы взрослая и она взрослая. Яна, вы рассказали вот о жалости к маме. А если присутствуют обиды на маму? Обида на маму это ребенок. Зачем мы обижаемся на маму? Мы культивируем вот эти все чувства: обиду, злость, ненависть, раздражение. Вот если, неважно, сейчас мы говорим о маме или о папе, если мы культивируем эти негативные чувства, мы их культивируем уже много лет только с одной целью. Нам это давно выгодно. Я на нее обижена, и поэтому могу с ней не разговаривать. Я на нее обижена, и поэтому могу не есть ее еду. Я на нее обижена. То есть вместо того, чтобы сказать напрямую или создать так ситуацию, чтобы вам не надо было этого делать, мы обижаемся, обижаем другого человека и позволяем себе там не есть ее супчик. То есть это, если обид много, то этот человек застрял в ребенке. И застрял, еще раз, не потому, что мама плохая, а потому, что этому человеку выгодно оставаться ребенком. Но это ужасная новость. Если вам выгодно оставаться в ребенке, вы никогда не узнаете красоты взрослой жизни. Вы просто не узнаете. Если эта практика у того, кто спрашивал, сработала, вот когда вы были маленькой девочкой, любящей маму, а потом зашли в это материнское и увидели там нечто новое для себя,
то вот это новое будет недоступно для вас. Нету взрослых денег, нету свободы, нету права распоряжаться своей жизнью. То есть если вы застряли в ребенке, ну, вы живете по законам, которые создают для вас другие люди. Мне часто в чате пишут такую фразу, вот сегодня девочка, кстати, писала: сегодня праздник, и я разрешила себе ничего не делать, и сама же пишет: у меня внутренняя мама мне говорит, ну, ай-яй-яй, надо каждый день что-то делать, а я говорю, а сегодня праздник, и поэтому я, ну, могу ничего не делать. Вместо того, чтобы уничтожить это в своей голове, убрать, мы продолжаем в это играться, потому что думаем, что, но она-то права. Если я этот голос выключу, я буду такой ленивой, я ничего делать не буду, я там зарасту грязью. Но правда ли это? Что для того, чтобы там убирать в доме и наводить порядок, мне нужен этот голос в голове? Или у меня хватает моей любви к чистоте? Или моей любви к порядку, чтобы это убирать? Или делать это из чувства, ну, страха, что меня накажут? Мне нужен внутренний голос, который будет меня обвинять, что если я, не знаю, там, пообещала и не сделала, то я заработаю плохую карму. Или у меня достаточно, ну, осознанности, чтобы понимать, что если я пообещала, то я или делаю, или сообщаю, что я делаю не на 100%, или я не делаю вообще. То есть вы вылечитесь тем быстрее, чем больше будете хотеть стать взрослыми. Вам кажется, что быть маленьким – это очень выгодно. Это хуже некуда. Вам кажется, что когда вы будете взрослыми, ваш внутренний ребенок будет пригничен. Как это по-русски? Подавлен. Но это не так. Если вы становитесь взрослым человеком, взрослый человек выбирает сейчас быть, ну, счастливым внутренним ребенком, ну, сейчас включить своего счастливого внутреннего ребенка, ба-бам! Ну, или очень серьезно поговорить, или стать очень, может быть, напористым. То есть выбирать опции может только взрослый. У ребенка совершенно ограниченные функции. Ну, то есть он может быть или творческим ребенком, или раненым ребенком. Он не может, ну, несерьезно вести переговоры, не что-то обдумывать, не на что-то влиять, не производить, ну, впечатление, не надавить не может. Но это ужасно, по-моему. Особенно про надавить. Сказал Наполеон. Никакой власти. Тут еще вопрос про содержание. То есть, вот женщина пишет, что после смерти отца она содержит маму и не может как-то перестать ее опекать. То есть это нормально, ненормально? Нет, смотрите, есть жизненные обстоятельства внешнего мира. Папа умер. Но дальше вопрос. Что я сейчас делаю? У мамы есть пенсия. Я к этой пенсии добавила, ну, денег, и мама с этим сама справляется. Или я вожу маме продукты, вытираю маме попу, стала для мамы, ну, мужем, забиваю гвоздики, и мама полностью, знаешь, звонит и говорит: ой, у меня полочка упала. Вот, ну, то есть вопрос не в том, что мы даем туда деньги, а вопрос в том, ну, какую роль мы сейчас исполняем. Дать деньги своей матери, чтобы она лучше жила, это, ну, правильный поступок. Но мы дали ей деньги, и она, ну, куда-то их, ну, там, применила. Но если она эти деньги применяет, покупает акции «Газпрома», потом, не знаю, купила себе, ну, там, мы ей дали деньги, чтобы она покупала себе еду или там что-то такое полезное для дома, ну, приходим, и она такая, не знаю, там, ну, в шпильках Шанель ходит. И мы понимаем... Не, ну, и потом говорит: а можно мне еще денег? И мы говорим: мам, она говорит: ну так захотелось, ну ладно, ну, то есть она такую, ну, в девочке побывала, ну, дайте еще раз.
Но если оно дальше будет, ну, как девочка себя вести, ну, ведите себя как взрослый, говорите, окей, супер, я больше не даю денег. Я давала тебе деньги на это, на это, на это, на это. То есть мама – человек. Я понимаю, что я когда говорю «мама», у вас сразу такой пьедестал, на нем стоит такое, знаете, ну, 3-метровое или 5-метровое существо. Но она мама, но она, да, я же мать, но она мама на 1%. Я хочу, чтобы вы услышали, ее психика, как и ваша психика, наполнена мамством на 1%. Это сильный 1%. Это с 1% так шарашит. Да-да-да. Просто это очень сильный процент. Вы были сейчас в этом 1%. Он очень сильный, он очень ресурсный. Но он 1%. Вот. Во всем остальном она живой человек. И если она, как живой человек, начинает использовать вас, ну, чтобы полечить свои травмы, ну, знаете, как это называется? Удочериться. О. Если она удочерилась, например, знаете, вы с мужем, у вас двое детей, например, и еще мама. Она удочерилась, она звонит и рассказывает вам там, а вы о ней не позаботились, а вы без меня едете отдыхать, а вы мне это не сделали, не принесли, то посмотрите на себя, что вы ее спасаете. Знаете, в эти игры невозможно играть, если один отказался от игры. Но если один проснулся и сказал, сори, я в это не играю, то второй, ну, вынужден будет перестать играть. И ей, ну, трудно перестать играть, но вы можете это сделать. Если бы здесь были тренинг, как перестать юзать своих детей, я бы с вами разговаривала как с мамами, но я бы говорила все то же самое, только наоборот. Я бы говорила, что дети не могут вам отказать. Вот. Поэтому не юзайте своих детей. Я расскажу, что меня учили. У меня преподаватели были психотерапевты из Швейцарии, и у нас там все время была тема про идеальных родителей в каждом возрасте, как должен вести себя родитель. И вот в каждом возрасте они говорили нам одну и ту же фразу: «Справляйтесь». Вы как родители, вы должны справляться с жизнью. Покажите своим детям, что вы справляетесь со своим 50-летием, со своим 60-летием, 70-летием. Покажите им только один пример, что вы справляетесь. Это самое важное, что вы можете показать детям. Вот если бы здесь мы сейчас сидели и обсуждали, как, ну, не покалечить детей, я бы говорила только это: справляйтесь. Вы одна, ну, денег немного, покажи дочке, как ты справляешься. У тебя так со здоровьем, покажи ребенку, как ты справляешься. Не гудите, не зудите, не жалуйтесь своим детям, не рассказывайте им о своих проблемах со своим мужем, ну, оберегайте их от этого. Справляйтесь. Не в смысле, как дела? Нормально. А не вешайте на них. Не звоните им по каждому поводу и не говорите, что ой, помоги, 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 или не жалуйтесь. Ребенок этого не выдерживает. Для ребенка это, ну, смерть. Если мама не выдерживает эту жизнь, значит и я не выживу. Поэтому, если эту тему вот так вот перевернуть, то как мамам я и как папам выдерживаете. А как детям, ну, вы можете сказать своим родителям, если это возможно: я хочу видеть, как вы выдерживаете свою жизнь. И я хочу, чтобы вы не рассказывали, ну, ты, мама, не рассказывала мне, как там у тебя плохо или хорошо с папой. Я не хочу этого знать. Мне нельзя это знать. Мне не надо выбирать. Я люблю обоих. Я родилась от обоих. Рассказывайте своим подругам. Но чтобы это сказать, вам надо внутри вот это все исцелить. Вам надо не бояться ее, ну, травмировать, остаться неугодным маме, потому что она может хлопнуть дверью, бросить трубку. Она может привычно использовать способы манипуляции. Для того, чтобы перестать держаться за маму во внешнем мире, ее нужно получить во внутреннем мире. Тогда с внешним человеком можно строить другие отношения. Пока у вас в психике завязано, что ваша жизнь и благосостояние зависит от этого человека на улице Герцена 5, квартира 6, пока вы боитесь ее обидеть, потому что она умрет, она хватается за сердце и говорит: ах, ой, ты такое мне сказала, аж сердце зашлось. Пока вы
виноваты во всех ее проблемах, вы остаетесь маленькой девочкой. Но это было ваше решение. Потому что плохая, вредная, маленькая, но все равно в контакте с мамой. И как только вы этот контакт вот здесь внутри нашли и начинаете этот контакт расширять, во внешнем мире у вас или лучше хорошие отношения, или никаких. И вам от этого ок. Нету отношений, это не значит, что раз в неделю вы не набираете мамин номер телефона и не узнаете, как у нее дела и там, чем вы можете ей быть полезны. Это значит, что вы больше эмоционально не завязаны в эти отношения. Дианочка, а отношения с мамой и отношения с мужчинами? Можешь чуть-чуть поговорить? Да, отношения с мамой и отношения с мужчиной. Ми. Знаешь, хочется не рассказать, а хочется показать. Мужчина только я один. На тебе показать? Покажи нам, вышло. Вот я в ребенке. А вот тут мужчина. Вот он там ходит. А у меня неисцеленные отношения с мамой. Так хочется, чтобы меня любили, чтобы решил мои финансовые проблемы. А зачем ты ему нужна? Все, кто знает тренинги про выход замуж, мы все спрашиваем, а зачем ты ему нужна? Но он-то тебе понятно, финансовые проблемы, что тебе, а ты ему зачем? А мы же из ребенка. Ну, обычно женщины так после молчания говорят, ну, секс. А ты что думаешь, он тут бегает по миру, он не решил этот вопрос сексом? То есть ему зачем для этого штамп в паспорте тебя содержать? Ну, ему дешевле, ну, не знаю, любовницу содержать, чем жену. Короче, вопрос из этой позиции, из позиции ребенка, кажется абсолютно идиотский. Вот, знаешь, потому что ребенок точно понимает, что я маме нужен. Просто так. И меня можно любить за то, что я есть. И когда женщина пытается отсюда из ребенка вербализовать, зачем она ему нужна, это получается очень неубедительно, но это неубедительно во внешнем мире. Внутри картина не ломается. Как только он меня увидит, он сразу поймет, что это я, и он меня сразу полюбит, узнает меня. Вот. Это же все понятно, это все понятно. Вот. Почему? Да потому что мама, это же все про маму. Это же мы с вами о маме говорим. Мама сразу узнает, что это я, и будет меня любить. Нет, мы еще его на этот коврик не пустили. Он туда... Сейчас, подождите, я вам все объясню. Я вам просто объясняю, когда мы в ребенке, а он там стоит, мужчина. Это мы хотим, чтобы он пришел на этот коврик. А теперь, тут осталась женщина в инфантильной позиции, а теперь здесь мужчина. Во-первых, если она на него глазом смотрит, то у него неисцеленные отношения с его мамой. Вот. И он туда не пойдет под прицелом Маузера. Потому что она говорит... Дай, а у него была или мама дай, или была мама, которая говорила на, и за это мне дай. И он тут такой вот стоит, линять, надо линять. То есть если она, девочка, и он, мальчик, то есть шансов встретиться нету. Теперь следующий уровень зрелости. Она подросток. То есть у нее уже проснулась сексуальность, любовница. А это значит, что уже часть отношений с мамой исцелена. Уже она точно живая. Помните уровень? Жить
здоровье, социализация и умение управлять ресурсами. Она уже точно живая. То есть тут она уже маму простила. Знаете, как интересно? Спасибо за вопрос. Я прямо почувствовала, как там в чате все поняли, зачем исцелять отношения с мамой. А то я такое что-то там рассказываю, какой-то глупости. Кому оно было надо? Кому оно было надо? А тут про мужиков заговорили. Я прямо чувствую, как там в чате все аж подпрыгнули. Итак, она уже любовница, то есть уровень зрелости 2. Вот. Вот, идем, что-то мы замутим. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. И она говорит, ну, секс, да, они хотят со мной секса, но встречаться со мной, подарки мне никто особо не дарит. Ну, сексом и все. Что? Сексом и все. А я же хочу замуж, я же хочу, чтобы мне подарки дарили, чтобы он меня материально содержал. Вы же помните? Мама! Тут мужчина, подросток. У меня сразу такой грузинский вариант. Такая эрекция. Еще вот тут меня можно погладить, и вот тут меня можно погладить. И я на стреме. То есть я себя, я не сдамся без бою. То есть нет. Меня можно погладить, я могу погладить. Мы можем, не знаю, в кафе посидеть 5 минут. Но я на стреме все время. Понятно почему? Потому что у меня с мамой тоже исцелен, только 1 этаж. То есть как только начнутся претензии содержать и все остальное, мотает. И тут же, причем мало того, я даже не расслабляюсь в этом месте. Не так, что, знаете, я таком, как мы говорим, на низком старте. А можно встречать мужчин только тех, на таком уровне зрелости, как и ты? Конечно. Других нельзя. Нет, можно. Хорошие комментарии. Ну все, проговори. Проговори. Маша спрашивает, так что, оказывается, можно встречать мужчин только того уровня зрелости, что и я? Да? Точнее, не так. Ты можешь встречать и тех, кто ниже, но тех, кто ниже, тебя вообще же не интересует. А те, кто выше, ты будешь чувствовать, что ты до него не дотягиваешь. Мы всегда это слышим. Мы всегда понимаем, что этот мужчина круче, чем я. Ему будет со мной неинтересно. И это не всегда потому, что он олигарх. Хотя чаще всего девочки говорят, я хочу олигарха. Или я хочу миллионера. Вот. Здравствуй. Как только мне говорят, я хочу миллионера, я такая, мама! Зачем миллионер? Безопасность. С ним точно у меня всегда будет все хорошо. Он решит все мои проблемы. Но если кто-то выходил замуж за миллионеров, то вы можете знать, там качает очень сильно. И никакой безопасности нет. То есть, чтобы выйти замуж за миллионера, нужно иметь очень сильную способность не бояться, что завтра все закончится, потому что завтра регулярно нету денег, и он жесткий, и он пришел с работы, он там только что с кем-то ссорился и ругался, и у него нету там мяу-мяу, она такая классная сидит, а я такой, пришел, у меня никакого мяу-мяу, там она, как дела? Так, завтрак есть, ужин есть, все, пошли, да. Ах, ты сегодня не такой, как я тебе всегда привыкла видеть, никакой романтики. Какая романтика? Я в 10 часов там по цехам ползал. Я поддерживаю, хочу сказать. Диана, для галерки, то есть если я исцелю отношения с мамой, получается, что у меня будет базарное доверие к миру, мир будет мне там наливать, я наливаю миру, то есть у нас будет этот обмен, и я могу выйти замуж за кого хочу. Нет. Для этого надо исцелить еще отношения с папой, а потом исцелить отношения между мамой и папой. Ого, я поняла. Ух ты, это интересно.
Если вот смотрите, вот 3 уровень, ну, я в юности. То есть у меня с мамой уже и безопасность, и здоровье, и теперь я нарабатываю, ну, социальные связи. То есть уровень зрелости, юность. И я вижу другого человека, я же строю социальные связи. Я вижу другого человека, я вижу, что он хочет. Я могу ему сказать то, что ему нужно. И здесь уже такое, ну, там, знаешь, не хотится ли вам пройтиться там, где мельница вертится? Я слышу потребность человека, я слышу его интересы. Как в польском анекдоте «я такая, как вам треба». Здесь еще, ну, нету такой целостности женской, но здесь есть очень сильная женская хитрость, женская, мы ее мудрость называем. Но на самом деле я бы назвала ее хитростью. То есть мы говорим то, что нужно этому человеку, выглядим так, как ему нужно, и делаем так, чтобы он делал то, что нам нужно. И здесь, ну, здесь очень много коммуникации. И только на 3-м этаже отношений с мамой мы, ну, научаемся владеть этой коммуникацией. Еще раз, не как вербальным контактом, а умением строить отношения. 3-й уровень, помните, 3-й уровень – это социальные связи. И здесь я конечно, не женюсь, но сильно привязан, потому что общие интересы, общая компашка, мне с ней хорошо. Я никогда не узнаю, что до встречи со мной она не интересовалась хоккеем. Ну, то есть вы поняли, да, как женщина это делает? То есть она, ну, встраивает мужчину в себя и сама встраивается в него. Вот здесь она умеет это делать. Да, я еще не готова на ней жениться, но без нее мне плохо, мне с ней хорошо. То есть это вот про длительные отношения. Знаете, когда женщины говорят, вот он со мной живет, но не женится. Вот это мы здесь. И вот давайте там 4-й уровень. У меня с мамой вообще все хорошо. Мне даже здесь стоять не хочется. Я вот здесь уже стою. То есть и ребенок, и мама у меня есть. У меня такое достоинство, уважение к себе. Я точно знаю, чего я хочу. Я уважаю свои желания, я уважаю желания другого человека. Мне не надо играться в какие-то игры, но я играю в них великолепно. Знаете, вот потребностей в этом у меня мало, а возможностей у меня, ну, много. Где надо промолчу, где надо нужное скажу. Мне даже манипулировать не нужно, потому что я так хорошо блюду свои границы, я в них настолько... Так я легко говорю «да», легко говорю «нет». И мне от него вот здесь, на этом уровне, ничего не нужно. Я сама могу здесь очень много дать, и могу взять все, что он, ну, посчитает нужным дать. И вот когда мне от него ничего не нужно, ну вот я этот мужчина, я этот пам-пам-парам, пам-пам-парам. То есть вот здесь я готов, ну, жениться на этой женщине. А если мы просто, вот, ну, вернемся, помнишь, я говорила, что я, ну, буду делать гармоничные отношения с учетом вот этих открывшихся для меня, ну, важных моментов. Мы их проработали на гармоничных отношениях, но я это так не акцентировала, я просто по вашим результатам стала понимать. А вот теперь все то же самое, но вот если здесь ребенок, а здесь не мама, а пама, то есть родители, вот как нечто целое. Мы с вами, ну, пришли на мастер-класс, где про маму, потому что это самое больное. Но правда в том, что самое больное не про маму, а самое больное было вот здесь. И у нас куча конфликтов с мамой, если вы понимаете, про то, что она предала папу, или она мочила папу, или папа мочил ее, и она разрешила себя мочить. У нас, как у женщины, очень много. Или там она развелась и больше не вышла замуж, а я хотела, чтобы она была счастливая. Или она развелась, вышла замуж, но там бросила меня. То есть у нас про вот мамину женскую судьбу очень, то есть все самое больное это про это. Но это разговор по своей зрелости, он намного позже, чем то, что мы, ну, с чем мы пришли на мастер-класс.
Мы пришли, ну, реально с важными, знаете, как когда порезаны пальцы, ну, не говорят о маникюре, мы, ну, лечим наши пальчики. И сейчас, когда, ну, я вдруг увидела, точнее, я не увидела, я почувствовала телом после твоего вопроса про партнера, как группа там полностью, все перешли на мою сторону. Знаете, как это? Мне даже не пришлось соблазнять Юрка печеньками. Все перешли на сторону, все хотят исцелить отношения с мамой, все... Так вот, я готова, ну, сделать мастер-класс там про исцеление отношений с родителями. Не сегодня, не сейчас, там, не в этом году, но я сделаю, я понимаю его структуру, как его сделать. Смотрите, вот я маленькая, вот мои родители. И они одно целое. Два человека, но одно целое, одно понятие. Посмотрите, как... Давайте я присяду. Посмотрите, как сложно это принять. Фух. Когда я сказала, вот я, а вот родители, и это целое, очень тяжело стало. Согласиться с этим очень тяжело. Но давайте предположим, что мы можем согласиться. Итак, это я, а это мои родители. И я люблю своих родителей. Немножко такой, знаете, экспресс-тест. Как мне с этим, когда я люблю своих родителей? Два человека, одно слово, одно понятие, одно целое. Я чувствую себя очень довольной. А что у вас? Гордость. Счастье. Наслаждение. Все тылы закрыты. Да, все тылы закрыты. И вот давайте здесь, на этом, я тебе, помнишь, отвечала, надо исцелить отношения с мамой, надо исцелить отношения с папой и надо исцелить отношения с родителями. И перескочила сразу вот сюда, на исцеление отношения с родителями. И вот здесь стоит, ну вот, я женщина, молодая женщина, вот незамужняя, и вот у меня исцеленные отношения с родителями. Это пока первый уровень, первый из 4. И вот тут у нас мужчина. Вот я хочу заботиться, дарить подарки. У меня не так много возможностей, но все, что у меня есть, я хочу положить к ее ногам. Вот это, когда женщина исцеляет отношения с мамой, с папой и с родителями. Помните, не помните, может быть, я вчера говорила, что я сложила до конца технологию, как выходить замуж. Я вам, собственно, ее и рассказываю. 4 шага с мамой, 4 шага с папой, 4 шага с родителями, то есть 12 сессий, ну и еще 4 сессии там закрепляющие. Вот у меня сложился коучинг, я его еще ни на ком не проводила. Давайте идем дальше здесь, посмотрим. Купи. Он подойдет, этот коучинг, и тем, кто хочет выйти замуж, и тем, кто уже замужем. Потому что те, кто замужем, вы будете видеть, что какой-то слой не исцелен. Вот. И он, когда исцеляется, там во внешнем мире, уже в существующих партнерских отношениях, ну, к примеру, там, он не дарил подарки, начинает дарить подарки, он не занимался детьми, начинает заниматься детьми. Я, там, не знаю, меня все время где-то нет, я где-то там на ретритах, как у меня есть приятельница, бац, сидит дома, занимается там супом. Он пошел на коучинг, чтобы
Нет, это она. Это ее прошибло. Давайте второй уровень. Итак, женщина, у нее отношения с родителями, второй уровень, подросток. Они выдерживают мою сексуальность, мои страсти-мордасти. Сегодня плохо, завтра хорошо, и все не так мне. Вот такой я подросток. Вот. И папа у меня, ну, такой, он ржет, а мама держит границу. Вот. Мама, у нее нету сил ржать, вот она так держится за папу. Папа ему вообще все, потому очень смешно. Вот. Но границами занимается все равно мама. Пойдешь, не пойдешь, папа не разрешил. Вот. Я чувствую себя здесь сейчас очень укорененной. Вот как это для вас? Вот здесь я, подросток, и мои, ну, родители, такие в команде. Я чувствую, я чувствую, что я выдерживаю, то есть я могу быть подростком, они это выдерживают, я сама себя выдерживаю, я могу быть вредной, я могу быть плохой, ну и где надо, меня, ну, остановят, знаешь, притормозят, ну, достаточно для меня экологично. Идем к мужчине. Ой, вей! У нас там революция, кошмар, скандал, истерика, я прямо пингвинов считаю, 856, 857, полетели подушки, сейчас кетчупом швырнется, отлично, после кетчупа будут слезы и уже можно обнимать. Все, иди, моя дорогая, иди. Ну что, ну все, ну да, ну что, кот, гад, да, мерзавец, я тебя понимаю. Ну что, захотели исцелить отношения? Да. Отлично. Что пишут? Я эмоционально отгородилась от мамы, деньги не умею зарабатывать, капали копейки, почувствовал любовь к маме, я смогу зарабатывать. Для такого запроса, ну, конкретного, я бы предложила конкретный ответ. Вот здесь я стою, и вот я, ну, зарабатываю копейки. Вот такая, какая я есть. Я хочу прочувствовать, ну, что я ощущаю. Конечно, я маленькая, раз я зарабатываю копейки. Ну, я не знаю, новый это человек или знает меня. Но деньги, у меня есть прямо книжка «Женщины и деньги», я там тоже это рассказываю. Деньги ребенка, деньги подростка, деньги юноши и деньги взрослого. Ну, у ребенка должно быть мало денег. И вот я стою здесь, вот у меня, я зарабатываю копейки, мы только что это проговорили. Я тут стою такая, знаете, бедная, но гордая. Вот да, я бедная. А вот тут стоит моя мама. Она тоже бедная. Это делает меня лояльной маме. Это делает меня с ней близкой. Не волнуйся, мама. Я тоже бедная. Так думает ребенок. Он пытается спасти маму тем, что не становится богатым. Потому что ребенка, ну, он так думает, что она не выдержит. Если я стану богатым, она не выдержит, и она тогда не будет меня любить. Но это позиция ребенка. И вот я как герой иду теперь постоять здесь, на мамином месте. И я точно не выдержу. Если она будет еще лучше, чем я, еще будет больше денег зарабатывать, то я вообще пропащая. И я вот здесь больше не остаюсь в этой грусти и печали. Я приглашаю свет, любовь, кислород. Я этот файл просто зачищаю. Вы все это умеете делать. Но моя задача, чтобы вы стали здесь творцами, чтобы вы перестали относиться к этому, а чтобы вы были очень прагматичны, творили свою жизнь, и вы начинаете наполнять это все светом. И этот файл, эта директория под названием там «Мама бедная, но
гордая, она не выдержит, что ребенок будет богаче, ну, он заполняется светом. Сюда приходит много гормонов жизни. И здесь включается другая мамина история, другая наша история. Вы можете видеть, мы в расстановках это видим, знаешь, как фигура наполнилась энергией и говорит: о, так я теперь, я хорошо зарабатываю, я себя чувствую твоей мамой, и я хорошо зарабатываю. Почему? У нас есть, помните, у нас есть дорога вниз, у нас прямо записано в ДНК дорога, которая нас убивает. И у нас, естественно, записана дорога, которая нас растит. Когда включаются гормоны жизни, мы попадаем на эту дорогу. И здесь другая мама. И я такая, что я выдерживаю. Я сама тут зарабатываю до утра. Попробуй еще перегони меня. Но если перегонишь, я только порадуюсь. Будь богаче, ты моложе, ты живешь в новом мире. Но ты вначале догони меня, детка. И сюда вливается в меня очень много энергии хорошей. И я за этим слежу, чтобы она сюда вливалась. То есть я этим занимаюсь. А потом я дальше смотрю, что я хочу. А я наливаю своей дочке. Я тебя научу, я тебе помогу, я тебе расскажу. Я тебе людей подкину, технологии подкину. И я начинаю заботиться. То есть отсюда эта хорошая энергия льется в файл, где у нас живет я, девочка. И вот я стою теперь девочка. У меня мама, она как будто бы мой коуч или мой шеф. То есть, знаете, как бы и то, и то. Она и коуч, и шеф, и инвестор. И она меня учит, и каким-то навыкам меня научает, развивает. И у меня такой подъем в моем сознании. Кто это делаете? Вы. С кем? С собой. Больше не сидите на попе ровно, не ждете у моря погоды, не плачетесь и не занимаетесь психотерапией 10 лет. Простите меня, все психотерапевты, я не против психотерапии, я за. Но я в первую очередь за самопомощь. И я считаю, что психотерапия, она всегда помогает тому, кто хочет идти. Знаете, тот, кто поднялся и идет, ему нужен другой, кто подсветит. А вот когда мы приходим и ждем, что за нас все решат, потому что мы заплатили там терапевту, вот он не решит. Не потому, что он не решит, и психотерапия плохая, а потому что вы по-прежнему пришли к маме. И говорите: теперь ты порешай. Стать мамой – это вырасти. И вот этот процесс, эти практики, они вас заставят вырасти. Почему? Кто-то захотел замуж, кто-то захотел денег, кто-то захотел здоровья, кто-то захотел много путешествовать, кто-то захотел изменить мир. И вы понимаете, вот это все здесь, да, меняем. Я слышал, что у тебя кроме книги еще что-то есть, мужчины, женщины, деньги, финансовые какие-то программы. Ты сказала. У меня есть коучинг «Финансовый лифт наверх». Ты об этом хотела? Да. У меня есть коучинг «Финансовый лифт наверх». Он построен по этому же принципу. Вот сидит Вика, она 2 раза была на этом коучинге. Мы вначале про маму, потом про папу, а потом я объединяю левое и правое полушарие. Я так делаю. Я просто не рассказываю саму технологию, но технология не мной придумана, я просто ее применяю. То есть в каком бы контексте мы не делали... Как Вика, у меня же еще и Маша тут сидит. Я сейчас перепугалась, прямо такая: боже, не пропустила ли я еще кого-то? Когда мы работаем с темой денег, первое, что мы с вами исцеляем, это отношения с мамой. Потому что страх, что денег не будет, это страх, что мама уйдет. Страх, что деньги когда-то закончатся, это страх, что у мамы не будет молока, и я умру. То есть все, что вы знаете о деньгах, это все экстраполяция отношений с мамой. Вот пока там первые 2 игры с деньгами, это все только про маму. И можно, знаете, с утра до вечера
Можно с утра до вечера сидеть и исцелять отношения с мамой и замечать, как мир вам дарит все больше и больше подарков. Ну, в том числе и финансовых. Это, ну, не знаю, это, наверное, главный феномен, который получают. Помните, я с чего начала свой мастер-класс? Что много лет я наблюдала за хозяевами и директорами компаний. И у кого-то были, ну, все легко и все само. Они не понимали, как это происходило. Я это видела своими глазами. Я тоже не понимала, как это происходило. Когда мы сидим с ним, там, говорим в кабинете, что план не сделался, и непонятно, как его сделать, и тут заходит его там менеджер по продажам, я фамилию его помню, Андрейчук. Приходит и говорит: шеф, там у нас Китай, ну, заказал только что, и называет там поставку и размер поставки, и он говорит: Андрейчук, ты уволен. Он такой: хух, я поэтому запомнила фамилию. И назначен, ну, директором нового проекта наших отношений с Китаем. То есть он сидит, мне просто рассказывает, причем он не биткается, не плачется, он сидит, он просто рассказывает: не знаю, где взять деньги, план не выполнен, не знаю, почему провалили, но вот провалили. И тут у меня на глазах все меняется. И компания, знаете, за 1 минуту перелицовывается. То есть то они работали на украинский рынок, и тут они за минуту он понимает, что он теперь работает на китайский рынок. То есть он, если он с этими заключил контракт, значит, кому-то это еще нужно в Китае. И раз этим можно продать там на миллионы, значит, кому-то еще можно. Он все это понимает в течение, ну, не знаю, там, 1 минуты. И вот это про тех, у кого хорошие отношения с мамой. С ними случается, с ними происходит. И если у вас хорошие отношения с мамой в вопросе денег, это будет происходить в мире денег. Если у вас хорошие отношения с мамой в отношении, не знаю, там, тела, у вас будет прекрасное тело. Если у вас хорошие отношения с мамой, и я могу перечислять кучу всяких сфер, поэтому я и сделала мастер-класс не по сферам, а я сделала общий мастер-класс, чтобы вы, ну, исцеляли от свои отношения с мамой как с человеком, как девочка, которая чувствует себя нелюбимой. И да, вы можете делать это абсолютно технологично. Вы можете это делать конкретно в каком-то запросе. Я и мама, и мое замужество. Я и мама, и мои деньги. И оно будет работать идеально. Само. Можно вопрос от себя? Да. А если страх, что денег не будет, что мама уйдет, ну, а если уровень дохода увеличивается, а страх все равно присутствует? Потому что ты увеличиваешь... Ну, это о тебе или не о тебе? Тебе страшно, что денег не будет, и ты увеличиваешь свои доходы, чтобы так не бояться больше. Но доходы увеличиваются, и ты продолжаешь бояться. И ты используешь свой страх, что не будет денег, для увеличения доходов. Вместо того, а если ты используешь страх для увеличения доходов, то ты все время находишься в стрессе. Ну, ты все время должен преодолевать этот стресс, потому что тебе надо с ним справляться, потому что страх говорит: у тебя не получится, у тебя не выйдет, денег не будет, клиентов не будет. Страх же не что-то технологичное, ну там как одна фраза, он каждый день проявляется в мелочах в каждой фразе. Да или нет? Вот, и тебе каждый день плохо. И ты устаешь, потому что ты преодолеваешь, ну, свой собственный страх, свои сомнения. Но ты по-прежнему играешься в эту игру, потому что думаешь: ага, нема дурных. Вот я завтра перестану бояться, что денег не будет, так я же работать не буду. Но это же не так. Это не так. Когда ты перестанешь бояться, что у тебя не будет денег, ты будешь
чувствовать свою ответственность, уверенность. Ты будешь желать, чтобы у тебя было больше денег для того, чтобы вы куда-то поехали, что-то купили, что-то сделали, чтобы семья была там в большей безопасности. Все то же самое, только в красивом состоянии. И единственная причина, почему ты до сих пор этого не сделал, твоя тотальная уверенность, что если ты уберешь этот страх, что завтра денег не будет, ты в ту же минуту пойдешь медитировать и больше не будешь работать. Но это неправда. Это ум тебе так говорит. Я помню, как я начала работать с темой освобождения от травмы, освобождения от рабства работы. Нам в университете единства показывали, что путь к просветлению идет освобождению от рабства работы. И я давно к этой теме подбиралась, и мне было страшно только одно. Я абсолютно тотально, вот как Юра сейчас говорит, я абсолютно тотально верила, что если я освобожусь от рабства работы, я ни одну минуту не буду работать, я не буду никого консультировать, я не буду вести никаких тренингов. Я была в этом так уверена. Я себя спрашивала, вот хорошо, а если я не буду бояться, что мне нечем будет заняться, что у меня не будет денег. Вот если я этого ничего не буду бояться, буду ли я работать? Я себе все время говорила, нет, конечно. Нет. Я так осторожно к этой теме подходила. Я ее убирала, я на лифте убирала, немножко. И однажды Притаджи провела курс «Воплощай», на котором она взяла и убрала это освобождение от рабства работы. И я осталась без рабства. И я работаю столько же, только я... Помните, как новым русским говорили, а как вы расслабляетесь? А мы не напрягаемся. Я просто, оказывается, перестала напрягаться. У меня перестала быть разницей между работать и не работать. То есть, тут я сейчас работаю и жду, когда закончится мой мастер-класс, и я, наконец, пойду отдыхать. Мне перестало это быть нужным. Я отдыхаю прямо здесь. На мастер-классе. То есть я... Что-что? Неслыханная наглость. Отвратительно, да. Это две истории, которые, может быть, заставят вас задуматься, что все, что есть плохое внутри вас, вы в себе держите, холите или лелеете, потому что идете на поводу у этого тела боли, у этих идей, которые говорят вам, что без меня ты не справишься, без меня ты не сможешь получить то, что ты хочешь. Если ты не будешь бояться, что ты опоздаешь на самолет, это была моя история. Вот с ней я поработала, меня так трясло, что я вынуждена была с ней поработать. Ум говорил, что если ты не будешь бояться опоздать на самолет, ты будешь опаздывать. Причем у меня были случаи, когда я опаздывала, когда я не опаздывала, когда самолеты без меня улетали. А боялась я так, волновалась, не боялась, а меня тревога била очень сильно. И я увидела, увидела, опаздываю я или еду я вовремя, а трясет меня одинаково. И я с этим разобралась. И там тоже было про маму. Но там было и про папу, кстати. А можно вопрос? Да. Если раньше было все легко и просто, все шло само, и денег достаточно по закрытию всех, а в какой-то период времени... Спасибо. Если раньше было все в порядке, и все базовые потребности были закрыты, да, и работа шла, и все было хорошо, в какой-то момент это все прекратилось, и теперь стало тяжело. С чем это связано? Значит, раньше было с мамой хорошо, а сейчас стало плохо, но это же в детстве закладывается. В чем причина перелома? В том, что ты выросла,
и у тебя есть новые потребности подростковые, а это потребность и в риске, и в развитии, а ты их ингибируешь, то есть ты туда не идешь, то есть ты пытаешься остаться в ребенке, а твоя подростковая природа говорит: нет, пошли рисковать, пробовать, иди. А ребенок говорит: нет, тогда я маму потеряю, потому что пока ты была девочкой, у тебя с мамой было все хорошо. А когда ты стала подростком, у тебя с мамой стало все плохо. И вот ты боишься пойти в подростка, потому что там у тебя с мамой все плохо. Исцели отношения своего подростка с мамой и спокойно иди в подростковый период. То есть это подростковый период, это второй этап развития бизнеса, когда как раз все растет, развивается, рискуешь, делаешь новые проекты. Спасибо. Обнадеживающе. Да. А если мама просит советы очень часто, это нормально или она с позиции ребенка это делает? А я не знаю, она тебя как спрашивает? Говорит, там ты больше в этом в частности психология, отношения с мужем, вот она просит советов, потому что я об этом больше в курсе, я об этом знаю. Если она спрашивает тебя, как ей строить отношения с твоим папой, посоветуй, вот у меня есть YouTube-канал Диана Щербанская, вот это, пусть она тебе все порассказывает. Не надо. Это как раз ты начинаешь, ты же не можешь быть объективной, она же не спрашивает тебя одеть ей юбку по колено или чуть ниже. Но здесь ты можешь как женщина женщине посоветовать. А здесь ты начинаешь сводить счеты. Ты говоришь: а ты скажи ему, чтобы он не лез. То есть и ты вмешиваешься в эти партнерские отношения. Тебе туда лазить не надо. Можно вопрос? Да. Спасибо. А вот хочу понять, как быть мамам, женщинам, которые уже мамы, например, в частности мне. То есть мы все время за все ответственны. И вот то, что я наблюдаю по себе, такая постоянная тревога и, как это правильно сказать, и чувство вины. То есть дети же, они болеют. Вот, например, у меня у Николая аллергия. Да? То есть я считаю, что я как мама не справляюсь. Он болеет, у него аллергия, у него здесь не то, это не так. То есть, и все время вот мама в тревоге. Тут не писает, тут не какает, тут еще что-то. Вот, то есть мы постоянно это все на себя накладываем. Вот. Можно как-то с этим работать? Конечно. Ты, получается, путаешь причину и следствие. Из-за того, что у тебя есть чувство вины и тревога, твой ребенок вынужден тебе это проявлять и отражать. Он должен дать тебе возможность увидеть, в чем твоя вина, дать ей материальное подтверждение. Первично твое состояние, а не его болезни. Он же вначале заболел, и я переживаю, а не я переживала, и он заболел. Правда? Да. Нет. Это же уже сколько уже я с этим работаю. Вначале ты обнаруживаешь, что у тебя есть паттерн, то есть такая тема, что о детях надо тревожиться, волноваться, нести за них ответственность и, как ты говорила, и чувствовать вину. Нет, просто ты же говоришь, что это же... Я просто пытаюсь на себя это применить. То есть если с мамой все хорошо, значит мы живы и мы не болеем. То есть если у меня ребенок болеет, значит у меня с ребенком не все хорошо. Получается, что как перевернутый это работает. Нет, я же тебе рассказываю. Ты как мама, вместо того, чтобы испытывать к нему любовь и доверие, что с ним все будет хорошо, испытываешь тревогу. И он вынужден что-то делать, чтобы ты эту тревогу как-то могла в себе увидеть. Ты ее сама не осознаешь и ее не убираешь. И вот он, не знаю, там прыгает с лестницы. И ты такая: Ты встретилась со своей тревогой. Он тебе показывает, как ребенок: мама, смотри, здесь вместо любви у тебя тревога, а здесь у тебя чувство вины вместо любви, а здесь у тебя там гиперопека вместо любви. Убери, я хочу быть живым, не надо меня кормить смертью. Как убрать? Становишься вот сюда. Маму все равно. В ребенка. Вот это вот гиперопека, от чувства вины.
Это не мать испытывает, это испытывает маленькая девочка, которая попыталась стать мамой там, собственной маме, собственному папе. То есть все ваши негативные чувства – это травмированный ребенок. Даже если вам кажется, о, это же я мама. Нет, мама испытывает любовь к своему ребенку. А везде, где ваша мама дракон, это маленький ребенок. Или везде, где ты дракон, ну, везде, где ты в негативных чувствах, это ты маленькая. Я на тебе уже это отследила и уже практикую конкретно. Потому что когда я дракон или что-то от нее хочу или беспокоюсь, она начинает болеть, истеричить, еще что-нибудь. А как только вот все тихо, спокойно, ребенок перестал кашлять, она идет сама ложится спать, и все нормально. Не, ну понятно, что вот все, что с нами происходит, ребенок отражал. Просто мне все время вот это напрягает, что такая гиперответственность от нас. То есть если ребенок, то есть если я здорова, значит мама молодец у меня получается. Нет, поняла, что я имею в виду? То есть если я здорова, если я жива, мама молодец, если у меня социальные связи, то есть у меня ребенок болеет, значит я раз не молодец. То есть я с этим работаю и сразу же попадаю в чувство вины. Но ты говоришь, что вначале было чувство вины, а потом уже ребенок болеет. Вместо любви взращиваем вот это вот «я хорошая мама», ответственность свою. А зачем? То есть ты берешь свою Анютка, ты берешь свою гиперответственность, ставишь ее сюда. Ты берешь свое чувство вины, ставишь его сюда. Мы с тобой что увидим? Как Есенин может быть гиперответственный, когда он лечит своего ребенка, и то, что он излучает в мир, это легкость бытия. То есть ты кормишь ребенка и весь мир не ответственностью, как Штирлиц, а тем, что с тобой легко, ты даришь это ощущение легкости, и твоя легкость и твоя чувствительность тебе помогают воспитывать ребенка, то есть быть хорошей мамой. А твоей маме помогает воспитывать ребенка ответственность. Я понятно здесь сказала? То есть ты пытаешься здесь взять мамин стиль, который тебе абсолютно не подходит. Второе, чувство вины. Это же моя мама, то есть мы какую маму берем? Та, которая у нас. Это тут доработаем. Да. Соответственно, логично, что у меня такой стиль. Конечно, я верю, что ты сделай вот эту практику. У тебя твоя мама внутри изменится, и она станет взрослым Есениным. Вот здесь твоя внутренняя мама станет взрослым Есениным. А какой способ у Есенина быть мамой? Такой же, как у всех мам. Мне кажется, это не соционическое. Это абсолютно соционическое. Мама бережет жизнь ребенка. Ты бережешь за счет своей интуиции. То есть ты очень тонко чувствуешь все. Я берегу за счет того, что я накрыла своих детей таким куполом и выставила, все оружие мира и сказала, этому миру: кто-то родится, кто тронет моих детей. Попробуйте или не будете рисковать. Мы каждый, то есть в маме мы в своем максимуме. Твоя мама, как Штирлиц, в своем максимуме могла бы быть или могла быть. Каждый психотип, своя, по-своему мама. Это тоже одна из тем, почему мы травмируемся. Потому что, давайте без соционики, потому что ее не все понимают. Девочка – творческая личность, а мама системная, структурная, и мама воспитывает свою девочку, и мама живет в таком мире, где, все лежит на полочках, и все подписано, и все, лежит так, аккуратно, одинаково завернуто или там разложено, еще по цветам, синее к синим, белое с белым, желтое к желтым. А у девочки в комнате, если мама не будет заходить, у девочки все висит на люстре, и ей так удобно. Или, у нее свой мир, и ей это мир не подростка и ребенка, а это мир такого характера. И вот девочка понимает, что мама права. Мама же могла ей объяснить, что правоту. Смотри, а тут все помялось,
а тут вот трудно найти, а тут, ну, не знаю, там, потом этим неудобно пользоваться. И мама насаживает, ну, девочке свою философию, свою картину мира. И потом у девочки появляется чувство вины, что она эту картину мира не может соблюдать, когда она выросла. Она же поняла, что картина мира хорошая, а ее картина мира не очень хорошая. А ее все тянет, ну, не знаю, там, на люстру развесить. А внутренний голос говорит: нет, милая, надо все аккуратно сложить. И вот она или выбирает быть хорошей, или выбирает быть плохой. Если она плохая, у нее чувство вины. Если она хорошая, она несчастлива. И вот это неисцеленные отношения с мамой тоже. И когда вы чувствуете, ну, вот это чувство вины, это означает, что вы просто, ну, взяли неподходящий для вас стиль. То есть вы другая в этом месте, где вы чувствуете вину, ваш внутренний голос, ну, внутренний родитель говорит вам: надо вести себя так-то, так-то и так-то. А ваша природа говорит: ой, по-моему, это не мое. А им говорят: не-не-не, заюшка, мы тебя любим. Что значит не твое? Аккуратненько все сложила, волосики расчесала. Ну, так же легче. А то с утра проснулась, взрыв на макаронной фабрике. Ну, Анечка, нехорошо так. И Анечка говорит: ну да, конечно, взрыв на макаронной фабрике — это не очень. А если бы у нее мама была Есенин? И мама говорила бы, с утра просыпается, помню такое, она говорит: ой, как живенько сегодня, как живенько. Взяла там, знаете, гелем так, фу-фу-фу. Ой, ах, как я сегодня, фух. И девочка говорит: а что, так можно? И октопус. О, я сегодня октопус. И они идут обе счастливые. Мама идет на работу, девочка идет в детский сад, и никто в детском садике девочке слова не скажет. Если кто-то говорит: у меня так мама, ну, сделала. Все говорят: а мама говорила, надо причесывать. Это твоя мама говорила, мне мама вот правильно делала. Но когда у нас чувство вины, это значит, что мы повелись на чуждую для нас картину мира. И эта картина мира, она была дана нам с любовью, и она была дана во благо. Поэтому она воспринимается как правильная. Знаете как? Она еще так встроена очень часто, как не только с объяснениями, а с выводами. Ну вот, видишь, сложила вещички аккуратно и сразу раз достала. И вы такие, ну, как бы нас подкупили этой чужой картиной мира. И мы такие: ну да, удобно, ну хорошо. Или там: вот волосики надо расчесывать. Вы, наверное, поняли, или я не знаю, поняли или нет, я сейчас оперирую к Ане в надежде, что она вот, ну, такая. Вот. Но дело в том, что я такая. Вот. И меня папа, у меня был папа, просто он любил идеальный порядок, и он меня приучил. И я по природе человек-хаос, а он научил меня, ну, жить в этом порядке. И подкупил меня этим. Он говорил: смотри, как хорошо, как хорошо, как хорошо. Я думаю, когда я восстану против папы, что же я сделаю? И вот единственная причина, почему я не восстаю, вот это то, что я сейчас произнесла, это я думаю, что будет хуже. Я думаю, что я не смогу поддерживать порядок, ну, из любви к себе или из любви к порядку. Ну что, мне кажется, на сегодня можно уже закрывать наше пространство. Я все сказала, что надо, Юрчик? Да. Вопросы? Диана, как избавиться от состояния ждуна в отношении с мужчиной? Это исцелить отношения с мамой или с папой тоже? Или с родителями в целом? Да, это уже было, я просто скажу, что на ГО-4 3 ноября. Да, ГО, гармоничные отношения будут 4 ноября, 3 ноября. Это 4-е гармоничные отношения. Если кому надо про партнерские отношения, приходите, попробуем. То есть я прямо покажу вам всю технологию, как я ее увидела. Мы ее и так делали и на других гармоничных отношениях. Но только несколько дней назад на Кипре, на Афродите,
Когда я думала сделать день про предков, я даже его начала рассказывать в автобусе, но группа уснула. Причем про маму слушали все, а когда я дошла, сейчас, говорю, поговорим про отношения с папой. И говорю, ой, так много боли поднимается. И вдруг группа бамс, и вся уснула. Я думаю, ну понятно, ладно. Так вот, я думала провести там это занятие про предков, как на гармоничных отношениях. И я стала видеть вдруг, знаете, такую схему сплетения, как отношения с мамой, с бабушкой, с прабабушкой, как все это связано там с деньгами, со здоровьем и с замужеством. Вот главный для меня был инсайт. Я поняла, Боже, Господи, а ларчик-то просто открывался. Мы все это взяли, мы все это исцелили, мы создали все эти связи между ними, но не додумались создать связи между теми, с кем мы работали. Мы с собой создали связи, а между папой и мамой, а между бабушками и дедушками, понимаете, а между папой и его бабушкой, и его мамой мы не пошли дальше, а именно это переводит на следующий уровень. Ну что, я заканчиваю. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было полезно. Было в раза 3 глубже, чем я думала. Не знаю, поняли ли вы все, что я хотела донести, но надеюсь, что поняли. У меня вот это ощущение, что группа включилась на теме замужества. Вообще с темой денег все идут. Что-что? С темой денег все идут, пока у меня статистика моя. С темой денег, да? Это они молчат просто все. Деньги хотят от мужчины. Тут вопрос поднимался еще, прояснить про запрос, как работать с каждым запросом, пожалуйста, и всех интересует тема денег. Тут было так указано. Ага. Давайте я что-то объясню. Как работать с запросом? Вот, я надеюсь, видны 2 ковра. Я беру свой запрос. То есть я ничего нового не рассказываю, хотя выглядит это как новая практика. Но это не новая практика, это просто другой очень удобный ее ракурс. Я становлюсь сюда со своим запросом. Вот у меня столько-то денег, я хочу больше, хочу меньше работать, больше получать. Вы проговариваете свой запрос. И ощущаете себя телом, сколько вам лет, какая вы, как вы себя чувствуете, как вы себя ощущаете. Вы вот здесь, вот этот самый маленький ребенок. Угу. Больно, вкусно, хорошо, плохо. И в этом же месте найдите себя ту, которая хочет больше жизни. Ведь запрос на большие деньги – это запрос всегда на разрешение себе больше потреблять жизни внутрь себя. Это с этим вы согласны? Я хочу больше жить. Поэтому деньги всегда про маму. Я хочу больше жизни. Итак, запрос «я хочу больше жизни, я хочу больше денег», и тут же я чувствую, как мне здесь плохо. Перехожу на другой коверчик и смотрю, как у меня с мамочкой там. Зачищаю этот файл, пока он не засияет, и пока ваша мама внутри вас не вырастет. И тогда из нее пойдет вот сюда, куча энергии хорошей, благословения мы называем. Но это хорошая энергия, хорошие гормоны жизни. Вы идете сюда и чувствуете, как вы здесь исцеляетесь и вырастаете. Да, я чувствую себя хорошо. Я достойна больших денег? Да. У меня получится? Да. А как это сделать? А вот так. У вас начинают приходить в голову хорошие идеи, потому что сюда, в этот файл, пришли вместо гормонов смерти, вместо гормонов стресса, гормоны жизни. Нехитрая схема. Понимаете, там реально просто тынц, 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 тынц. 2 участка мозга, 3-го нету. Это про деньги и про технологию.
Всем спасибо. Тут тебя благодарят, благодарю, Диана, великолепно, класс, мастер-класс, всех благ, прекрасно, Диана, благодарю, огромная благодарность Диане. Спасибо, мне очень Да, приятно. Я еще, большое оказывается, спасибо. благодарности люблю. Да, спасибо, благодарю. Тут много людей, которые не писали, конечно, хотя бы, да, но начинают благодарить, но вопросы не задавали. Благодарю, очень интересно, полезно, благодарю, ура, столько ценного. Конечно, мастер-класс стоит еще пересмотреть записи. Хороший мастер-класс, это я уже им говорю. Да, мастер-класс, конечно, пересмотрите. Много знакомых лиц и много новых. Спасибо. Спасибо большое, все пришли. Пока. Мои дорогие, спасибо. Я знаю, что вы уже посмотрели до конца про отношения с мамой. И я понимаю, и чувствую, и верю, что вы получили уже свои инсайты. Напишите в комментариях, что с вами произошло, что случилось, что с вашим сердцем, что с вашими чувствами. Поделись, если тебе понравился этот мастер-класс, поделись со своими друзьями, с теми, кому нужна эта информация, кому нужна эта помощь. По-моему, исцелить отношения с мамой – это самое важное, что есть в жизни каждого человека. И если тебя эта тема серьезно интересует, то спроси себя, посмотрела ли ты уже мастер-класс про исцеление отношений с папой. Он тоже есть у нас на YouTube-канале. И если ты уже посмотрела оба мастер-класса и хочешь продолжать обучаться, то там внизу есть ссылка, напиши нам, и мы предложим тебе подходящий для тебя курс, подходящую для тебя программу. До встречи! Твоя Диана Щербанская. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.